Вы, наверное, сомневались, что в России есть политическая цензура. Есть. Будет некрасиво собирать бенефиты тогда, когда тебе надо заткнуться и зигануть, если тебя попросят. Все нормально. Я заряжаю воду. Энергетика в семье стабильная. Путин вообще украл у меня самую счастливую жизнь. А помнишь тетю Машу? Ты говоришь, да, замерзла насмерть. И я понял, что у него кончились идеи шуток, потому что он больше ничего не знает про Россию, кроме того, как гибнут диссиденты. Ты видишь, что опять фашисты к власти приходят. У тебя есть рюкзак и виза, ты знаешь, что делать. Что с нами со всеми будет дальше? Привыкнем. I did a show in Belgrade, and it was a big, beautiful theater. It was like 400 people sold out theater, and it was so beautiful. And I just took a picture of those people before the show through the curtain, and I sent this picture to my mother, and I'm like, hey, 400 people came to see me in a totally different country. And my mother replied, I'm so proud of you. And I'm like, oh wow, it finally happened. Someone hacked my mother's account. Манджур. Очень приятно. А ты что, так прям вот одинокий гадаешь? Нет, сейчас еще придет открывающая комикесса. А кто? Лаура Лопес. И она по-каковски будет? Я надеюсь, что по-английски. У тебя прямо и тайминг весь тоже по-английски расписан. Ну да, я же не знаю язык, поэтому все себе напоминаю, каждое слово. Боже, страшно? Нет? Ну, как бы, никто же не узнает. А я правильно понимаю, что ты уже не просто заученные шутки повторял, а это уже была свободная история? Ну, близко к тому, да. Ну, то есть, я пытаюсь научиться говорить не как стишок на утреннике рассказывать, а уже говорить. Первые полгода, наверное, я просто вот учил. Я даже записывал на диктофон и слушал, чтобы это как ты песню заучиваешь, вот так и учил свои шутки. Денис, ты первый русскоязычный комик, который четко и серьезно и без компромисса начал свою карьеру на чужом для тебя языке, и у тебя получилось. Я бы хотела про эту историю успеха и поговорить. Ну, нельзя говорить, что получилось, во-первых. Во-вторых, есть Яков Смирнов. Яков Смирнов, который в 70-е это сбежал сделал. из Советского Союза, так что мы все по стопам Якова Смирнова идем. Так что не первый. Когда ты начинал шутить по-английски, у тебя было это искушение шутить про свой мигрантский опыт, про то, что ты русский, про то, что ты плохо говоришь по-английски и про то, что у тебя акцент? Сейчас у тебя в концерте этих шуток практически нет. Они появились только сейчас. Потому что я в первое время хотел вообще скрывать как-то образ. Мне было неловко. Ну, то есть ты говоришь, что я из России, и потом тебе хочется миллион раз оправдаться за это. И мне было как-то не кайфово. У меня была одна шутка, я быстро перескакивал к тому, что я из России, но я против войны. Там эту шутку оборачивал и сразу переходил к тому, к каким-то другим темам. И чем дальше, тем мне больше хочется говорить про то, что я из России, но... И дальше разворачивать мысль про то, что есть нормальные люди, и про то, что вот как жить при диктатуре в России. И про акценты, и про все это сейчас хочется рассказывать больше. То есть первые месяцы 22 года я, наоборот, как-то старался прям это задвинуть куда-то подальше. А сейчас хочется, наоборот, больше про это говорить. В 2008 году сотрудники Музея кино в Буэнос-Айресе поделились необычной находкой. 5 катушек 16-миллиметрового кино, подписанных «El Hijo del Otro», на которых специалисты опознали считавшуюся давно утраченную работу мастера советского авангарда великого Евгения Червякова. Сейчас имя Червякова известно, к сожалению, только синефилам, а в 20-х годах прошлого века его считали основным соперником Эйзенштейна и Довженко. Фильм «Мой сын»
1928 года произвел невероятный фурор. Критиков одновременно и восхищали, и раздражали. Необычная для того времени тема. Жена признается мужу, что родила ребенка не от него. И невероятный, ни на кого не похожий киноязык Евгения Червякова. В конце концов, в 1936 году моего сына вообще запретили как устаревший образец кинематографа, неверно отражающий положение советской матери. Но сейчас восстановленную версию этого шедевра немого кино может посмотреть любой желающий. Кажется, что сегодня любой шедевр мирового кинематографа можно отыскать буквально за пару кликов, благодаря онлайн-архивам и видеостримингам. Но теперь новые иммигранты из России и стран СНГ сталкиваются с другой проблемой. Как легально смотреть кино, сериалы и мультфильмы на родном языке? С этой задачей легко справляется Картина ТВ. Крупнейший зарубежный видеосервис с доступом к 9 онлайн-кинотеатрам на русском, украинском и армянском языках. Заплатив всего за одну подписку на Картина ТВ, можно смотреть любимые фильмы на родном языке или новинки Кинопоиска, Винк, Старт, Иви, Премьер и Союз мультфильма. Всего в подписку входит больше 85 тысяч фильмов, сериалов и мультфильмов на родном языке, которые можно смотреть в любой стране и на любом устройстве. А еще сервис дает доступ к прямым эфирам 200 телеканалов различных жанров на разных языках. Стоимость подписки – 16,5 евро в месяц или 165 евро в год. А по промокоду Гордеева можно выбрать бонус. Месячная подписка всего за 1 евро или скидка на годовой абонемент. Переходим по ссылке в описании и оформляем подписку на Картина ТВ. I think it's time for the Russian culture to be represented by normal people. For a change. Because for decades we've been represented by fucking weirdos, you know? Like, I spoke to Europeans and like, who's the most famous Russian for you? And they're like, of course it's Dostoevsky. I'm like, oh fuck, really? This is how you see us? An old conservative dude who liked to suffer and who hated Jews, this is how you see us? And now we are being represented by an evil sociopath that is our president. And before that we had fake lesbians. Like, who are we? What's the culture? Когда на открытых микрофонах ты оказываешься в тусовке комиков из самых разных стран, о чем тебя спрашивают, узнав, что ты русский? Ничего особенного нет. Нет большого интереса к России в плане того, что «а что у вас там?» Они просто там говорят, что, мол, я на Рождество поеду домой. А, ты нет, наверное. То есть вот такие какие-то мелкие приколы. Нет неприязни вообще никакой, но и какого-то там суперинтереса тоже нет. То есть они такие, чувак из России бывает. То есть у всех свои проблемы. А бывали ли пересечения на этих открытых микрофонах с украинцами? Да, бывает. И? Супер нормально все. То есть они в курсе моей позиции, поэтому у них ко мне нет вопросов. Есть иногда момент, что мы по-английски говорим просто. То есть ты понимаешь, что и ты говоришь по-русски, и явно Фома говорит по-русски. Ты даже видишь в соцсетях, что он может писать по-русски, но вот в личном общении вы по-английски говорите. И ты такой, окей, все. Это самый пик вашего напряжения межнационального какого-то. В остальном все супер проходит. Я так боялся этого кэнсела. Я когда в Стамбул переехал, я начал там выступать. Я написал сначала, можно я вас выступлю? Они такие, да. Я говорю, только я из России. И они такие... то есть они не поняли вопроса, такие, ладно, как хочешь. Вот, то есть ни разу не сталкивался с какими-то вообще ограничениями. I know it's hard for us to even speak English because for people from Russia, from Eastern Europe, from the Balkans, it's hard to speak because we have different sounds in our languages, because that is why we say business and visit. Because to say business or visit, we use the same muscles that we use to smile. And we don't do this shit in Eastern Europe. Нет у тебя ощущения этой неестественности, когда, знаешь, как бывает, когда компания из 10 человек и один гость из Америки приехал, и все внезапно начинают говорить по-английски. Вот то, когда ты выступаешь перед русскоязычной аудиторией, и ты понимаешь, в общем, примерно каждую минуту, что если они что-то не поняли, то ты можешь по-русски объяснить, и вообще было бы проще, если бы все говорили на своем языке. Но ты старательно говоришь по-английски, а они
чуть-чуть поднапрягаясь, пытаются тебя понять? Да, на самом деле никто не напрягается. У меня было такое, я однажды, как-то в Стамбуле уже себя заявил как нормального комика, мне однажды доверили вести открытый микрофон. И я его запостил, опять же, в свои сторис, и пришел, типа, один американец и человек 40 россиян. И я в какой-то момент, у меня тогда еще английский был сильно-сильно хуже, я в какой-то момент сказал, блядь, и объяснил шутку по-русски. Вот, и все поняли, кроме американца. Но я стараюсь к этому не прибегать, потому что в целом я вижу, что все понимают. Чем дальше, тем они больше приводят каких-то своих друзей, и тем больше это оправдано. То есть реально первые месяцы было неловко и странно. Но вот это уходит, потому что все сейчас видят в этом возможность социализироваться, то есть привести своих друзей новых, каких-то там партнеров, девушек, парней и так далее. Это просто моя мечта была. То есть как бы я когда начинал заниматься в России стендапом, я думал, что у меня был Незлобин перед глазами, который там уже будучи режиссером и комиком там, на свои деньги гонял в США просто повыступать. Я думал, блин, это вот так и надо поступать, это так и должно работать, что ты чего-то добился дома, но еще попробуешь играть с большими ребятами. Вот, и я думал, что я вот тоже так этим займусь, когда я себя буду чувствовать уверенно как русскоязычный комик в 2029 году, что я вот тоже поеду в США выступать. Началась война, я такой, у меня уже нет времени. Надо пробовать сейчас, иначе могу вообще никогда не попробовать. Я начал выступать на английском еще в Стамбуле, просто вот чтобы вот начать пробовать себя. И потом еще начал в этом видеть какой-то смысл в том плане, что люди про Россию сейчас узнают только из сводок новостей, где кошмар просто какой-то происходит. Но это правда, это нельзя отрицать, но это же не определяет весь наш народ и всю нашу культуру. Есть же еще и интересные вещи, есть грустные вещи, есть какие-то вещи, про которые хочется поговорить, и которые, может быть, людям, которые уехали, тяжело объяснить своим друзьям новым в Европе, в Америке и так далее. И я подумал, что если я смогу это рассказать через шутки, они смогут приводить своих друзей и говорить, вот почему мы такие. И это потихонечку начинает работать. То есть начинаю видеть, что люди, которые нашли себе там партнеров, мужей, жен в Европе, они приводят их и говорят, видишь, почему вот со мной такое происходит? Почему это такое? Да, айтишники приводят своих друзей-индусов. И это вот прям я чувствую в этом большой потенциал для роста, потому что ты видишь, что... Там очень много людей живет в Индии. Во-первых, очень много людей. И они, во-вторых, они тоже айтишники, как и россияне во многом. И они тоже все приезжают в больших количествах в Европу, в США и начинают зарабатывать хорошие деньги. И, блин, круто же. И прям я радуюсь, когда видишь, что вот в зале сидит стол русских айтишников, и с ними сидит полстола индусов. И такой, вот, они закорешились, и теперь вот они как-то вот нашли какой-то коннект на фоне комедии. А что будет в Америке и в Англии? У тебя есть страх того, что половину шуток придется выкинуть, что они не будут понимать? Да, я поэтому сейчас стараюсь написать второй час. То, что есть Луи Си Кей комик, там у него спросили совет типа молодым комикам, он говорит, если тебе кажется, что у тебя есть час шуток, напиши еще час шуток, и тогда у тебя будет час шуток. Вот и это я хочу сделать. Я хочу написать второй час, чтобы у меня была запаска в багажнике. И я поеду в США, и, условно говоря, там, после первого концерта я пойму, что умерло, и из запчастей наберу до часа. И так вот за тур в США я сделаю какой-то максимально универсальный час. Recently, my wife and I have celebrated 10 years of our marriage in the immigration, and like it's so weird. Like I'm still super grateful to her because I feel like it's a very unfair marriage because I am married to a beautiful, educated woman, and my wife is married to a stand-up comedian. It's not fair because she's a real grown-up person. She knows how to pay taxes, how to get insurance, and I'm a comedian. Most of the time, I'm like, pigeons are weird. And she's like, oh fuck, not again. And the problem is right now I am the only working person in our family, and my whole family depends on my comedy career. And I think when I'm not around, my wife thinks, fuck, I hope pigeons are weird, because... Оля, моя жена. Да. И мой соучастник во всех проектах. Сколько лет вы знакомы, получается? Знакомы? Да. Нет, 12. 12. Сейчас, мы поженились в 2013 году? Да. Значит, и мы до этого... 12. Да. Нет, значит, мы познакомились в 11-м. Значит, 13 лет. Так, следующий в нашей семье Энни, первенец собачий наш. Мне тогда нравился Вуди Аллен. И в честь фильма «Энни Холл» красивая и странная.
Наши лучшие 30 тысяч рублей в жизни. 25. Нет, да, 30. Она стоила 30, но поскольку мы тогда только начинали карьеру, и, в общем, было стыдно сказать родителям, и мы еще не были в психотерапии, что мы отдали за собаку 30 тысяч рублей, что тогда было, наверное, 3, наверное, зарплаты по Курску. Вот, мы сказали, что мы купили его за 20. Вот. Хотя и даже 30 это очень дешево для породистого щенка. Заводчица, она сказала, что вообще-то ей интересовались из МЧС, но я решил вам не продавать. И мы потом поняли, что она просто глупенькая, и МЧС, может, интересовались, но не до такой степени, чтобы взять, и поэтому... Вот она Инстаграм Дима, потому что она очень красивая, она очень добрая, она вся такая пи-пи-пи, пу-пу-пу, но если она, например, обошла столбик, она не поймет, что нужно делать. Она начнет скулить, да. Она начнет скулить, плакать. Или вот, например, Энни один раз запрыгнула вот за то ограждение, и она не смогла выйти из него. Она не поняла, откуда она пришла, и не смогла выйти. Вот, поэтому это наша инстаграм-модель. Инстасамка. Так, кто следующий? Так, Айран. Бади. Бади. Да. Вот, этот уже у нас из приюта. Мы однажды в Facebook скроллили что-то и увидели пса с большим шрамом, со швами на голове, с зеленкой на голове. И там был пост, мол, меня зовут Бади, я жил у плохих людей в Одинцове, сбежал от них, попал под машину. Добрые люди меня подобрали, вылечили, и теперь я ищу себе новый дом. Нет, там было еще более жестко. Там было, когда я лежал окровавленный и думал, что скоро умру, я не думал, что меня подберут добрые люди. Боже, нет. Да, и, в общем, мы в слезах едем, забираем этого пса. И потом я уже думаю, а у кого мы взяли этого пса? И я в Фейсбуке смотрю, а это чувак, главный копирайтер огромной сети супермаркетов, то есть человек, который очень хорошо владеет словом, умеет разводить на эмоции. И мы поняли, что, это не то, чтобы мы прям хотели пса, это просто чувак нас очень грамотно втянул в собаководство. Но у Бадяна видно, что тяжелая судьба. Он, когда к нам пришел, первое время он до сих пор боится, если ты его гладишь, он, например, возбуждается, он уши прижимает, то есть он боялся любой поднятой руки. Мне кажется, что он поэтому сбежал, и у него вот реально черепно-мозговая травма, в бедре пластина, у него там еще было... Да, вот у него даже тут шрамик остался. Вот. Господи, бедный. Вот, и у него в бедре пластина, и там было что-то с печенью. В общем, они собрали тоже, сколько это было, лет 6 назад, типа, они собирали в Фейсбуке деньги, чтобы ему сделать все эти операции, и они потратили там 70 тысяч, что, даже для Москвы на собаку это было дорого. Ну вот, мы теперь его в шутку иногда называем Терминатор, потому что он киборг. Мы его когда взяли, он... естественно, был проблемный и все подгрызал, и поэтому мы... И они у нас в свое время тоже жила в клетке, когда мы уходили. И все рассматривают клетку как какое-то садиство, а на самом деле это их домик. Энни уходила туда есть, там, например, вкусняшку, чтобы никто не забрал. И потом Бадян тоже жил в этой железной клетке. Он ее порвал. И Денис, когда пытался повесить эту запасную дверь, это было очень тяжело. А Бадян просто носом ее вот так разодрал. Я не знаю. И еще у нас был, конечно, случай, когда я вышла гулять с Эней, вернулась через 10 минут, а у нас полностью разодрана обшивка двери. Боже мой. Вот. Он терминатор, но самый добрый. С годами он немножко отошел, кроме тех моментов, когда вот он, например, нападает на операторов из-за того, что он переволновался и хочет, чтобы только его гладили, а не какие-то. Это осталось за кадром, мы никому не расскажем. И вот этот еще. Да, и Айран уже просто... Это был 21 год. У нас хорошо продавались билеты, у нас была своя квартира в Москве. Мы думали, что может случиться? Что может произойти уже такого плохого, что нам пришлось дальше снимать квартиры когда-то. Но у вас была своя квартира, в ипотеку все-таки. В ипотеку, но мы ее гасили быстро. Гасилась, все, то есть мы были спокойны насчет будущего. Так. Мы такие увидели, опять же, у Маргариты Журавлевой в канале про самоедов репост о том, что «Айра, что ты ешь?» Одуванчик. Окей. Что вот, мол... Самоед у черных заводчиков живет в маленькой клетке, которая вообще-то для щенков, а он уже крупная собака, и его едят паразиты и так далее. Его зооактивисты выкупили, потому что
больше нет законного способа у таких плохих людей забрать собаку. Они его держали в клинике, и мы поняли, что можем себе позволить третью собаку. Я откатал концерт и полетел в Питер, отдал долги за него в клинике, привез домой. И на всю котлету. На всю котлету, да. И вот полгода он пожил в Москве, оброс, и потом стал собакой Мира. экспатом. Эта история много раз обсуждена уже везде, история про венок и про угрозы. Но я бы хотела все-таки пару вопросов уточнить. До того, как тебе на выступление в Вологде принесли венок с надписью «Предатель», или как Предателю России. «Предателю России», ты никогда не сталкивался с тем, чтобы тебе кто-то угрожал вот впрямую, так, чтобы видели глаза, так, чтобы приближались, и чтобы это было на расстоянии, не знаю, условно, удара или нанесения ущерба? Ну, меня грабили пару раз. Ну, там, да, без политических мотивов. Просто хотели отнять у меня деньги и телефон. До этого ты понимал, что в России за политические взгляды можно получить? Конечно. И ты был к этому готов? Да. Страшно тебе стало? Прямо физически? Мне стало неприятно. То есть это не страх, это какое-то отвращение, что ли, было. И я понял, что я такой, у меня есть моральное право сейчас прекратить концерт, потому что это все сильно вайб испортило на концерте. Но я подумал, это же то, чего они хотят. То есть это то... То есть они там... Венок стоит очень недорого, и как бы они там за 600 рублей, если сорвали концерт, то это просто идеальная акция. Я подумал, тогда нет, тогда логично, как будто у меня есть представление о себе, как я должен вести. Я такой, вот тот человек, которым я себя представляю, наверное, сейчас отпустит пару шуток и дальше откатает концерт. Я так и сделал, и просто потом уехал на поезде. А как люди реагировали в зале? Поддержали, все поддержали. А когда несли венок? А там это все, они сидели, чуваки, во втором ряду, то есть это прям произошло прям за несколько секунд. Я помню, что один поставил, второй начал какую-то толкать речь про то, что наши пацаны гибнут за тебя, а ты тут такое... И там все начали кричать, пошел нахуй. И там быстро охрана вывела этих чуваков, и все закончилось. И дальше я там что-то пошутил, и дальше все не сразу, но вернулось к какому-то обычному концерту. В одном из интервью ты говорил, что стало понятно довольно быстро, что это какие-то футбольные фанаты из Вологодского «Динамо». А ты их искал? Да, что-то некогда было, нет. А что бы я сделал? Чтобы понять, там они сами, или кто-то их попросил, кто-то им заплатил, или это вот все по зову души? Что-то не до того было. Мы уже когда переезжали активно, и там, это было, если было в списке дел, то там на 50 каком-то месте, поэтому не дошло. Почему из многих комиков, которые высказались против войны, ты единственный получил такой подарок? Нет, я думаю, что просто рандом. Мог получить кто угодно, просто тогда я был в Вологде. То есть у нас был список, я угораю с этого, что было письмо комиков, которые подписали против войны, и там в первые часы были все комики вообще, все известные комики, включая ТНТшных, и... Видимо, был момент, когда им по WhatsApp всем разослали разнарядку заткнуться, ничего не писать, ничего никого не поддерживать. И там это Google Doc, у которого тебе пишут, подпишешь это письмо. Ты говоришь, да, и тебе дают просто доступ на редактирование дока, и ты пишешь свое имя. И ты прям смотришь в реальном времени, как этот док сокращается. И в итоге остался список комиков, у которых нет старших, которые им бы вправили мозги. И остался, видимо, получился список открытый, кому можно спокойно угрожать, потому что вот эти люди, которые там достаточно беззаботные, чтобы оставить свое имя в этом письме. И прям я помню, что этим людям звонили, угрожали, и там, да, не поперечный, Михаил Шат, Саша Логополов. И в итоге по этому списку, видимо, и шли. И просто вот из этого списка я был в Вологде, когда им захотелось такой прикол провернуть. А когда ты смотрел на то, как уменьшается этот список, какой спектр чувств ты испытывал? Большое разочарование. Одно большое разочарование. Я прекрасно понимаю, как это работает. Не знаю, бывает, что ты смотришь же фильм, и ты понимаешь, как герой совершает херовый поступок, но до этого все было так грамотно расписано, что ты понимаешь, почему это произошло, и ты такой, ты не можешь злиться на этого человека. Ты такой, да, ты поступил точно, как твой персонаж бы и поступил. И я вот такой, да, логично. То есть меня ничего не удивило и ничего не разозлило, потому что я
еще в мирные времена ты как бы примерно в голове держишь список, кто как себя поведет, если вдруг что-то произойдет. И как бы такой, ну вот все так и повели себя, как и ты представлял. Подождите, вот люди, как говорится, и с одним ребенком тяжело уезжают. У вас 3 собаки. Как это было? А какую версию нужно, длинную или короткую рассказать? А что ты хочешь сказать? Давай. О том, что мы были в панике и приняли пару неверных решений. Ну, короче, началась война, мы были в ужасе. Примерно через неделю мы поняли, что мы будем уезжать. И мы такие, нашу вот эту квартиру, которую мы обставляли, которую мы сами купили, на Вернадского. 3. Так. С 2 балконами. Ты похвасталась тем, чего у нас нет уже. Я до сих пор не очень люблю ту семью, которая купила у нас ее. Вот. И мы такие, ну все, нужно, значит, там, типа, продавать. К тому моменту мы ни разу не были в Стамбуле. Мы почему-то решили, что это офигенный вариант поехать в Стамбул. Ну как почему-то? Потому что там можно выступать на английском. Да, проверили, что есть микрофоны, и мы поняли, что, типа, ну, там дешевые квартиры мы сможем купить. И мы такие, и у нас еще останется, и мы такие, типа, отличный вариант. Почему-то мы не решили, что, типа, можно взять у нашего докситера, у которой часто собаки оставались, и она там готова их была брать и на полгода, и на год. Можно же было просто переждать это там. Мы купили квартиру в Стамбуле примерно уже, ну там, не на самом пике, но уже спрос на недвижимость рос. Там была квартира, там есть такое понятие, как бахче. Это вот у нас 1 этаж, а у них это бахче. То есть ты выходишь, у нас была огромная вот такая площадка на 1 этаже, как будто бы общая, но выход только у нас был к ней. И мы спрашивали 8000 раз, можем ли мы жить здесь с собаками. Нам сказали, да, конечно. Как вы думаете, можно было жить с собаками? Нет. И это было написано в уставе дома, который не почитали ни мы, ни риэлторы. И потом началась вот этот турецкий пинг-понг. Риэлторы говорят, да ничего, все нормально будет. Местные друзья, которые у нас появились, говорят, да они вам ничего не могут сделать, у вас же своя квартира, вы же типа не арендосъемщики. Но при этом была постоянно какая-то женщина, которая писала о том, что вы будете делать с собаками, какая-то вот активистка, которая не любила ни котов, ни собак. И, собственно говоря, тогда мы решили переезжать в Германию, вот, и потом, нет, квартира выросла в цене. Проблема в том, что Эрдоган выиграл, и лира покатилась в такую бездну, что, несмотря на то, что наша квартира выросла в лирах в 2 раза в цене, даже больше, да, остальное все, лира очень сильно упала, и поэтому, ну, перевести собак сразу нам стоило очень дорого, потому что, ну, конечно, мы потеряли на всех этих... А вы их как везли, на самолете? Да, мы всех их везли на самолете. Я ехала с Эней, Денис ехал с Айраном и Бадяном, и причем мы им дали экспресс-успокоин. И Денис мне приезжал видео, где собаки выезжают, они выезжают вот так на ленте, и Бадян просто с Айраном такие, типа, один тут отдыхаешь. Они на таком чиле вообще ехали. Вот, потом эти же 2 собаки вернулись в Россию, потому что мы переезжали в Германию. И мы не могли их взять, пока у нас нет ВНЖ, потому что в Германии очень долго все. Вот, и я жила в Турции с нашими друзьями из подкаста «Один дома». Ваня как раз уехал в сентябре 22-го. И он смотрел за Эней. Ваня с Кристиной признаются, что Эня их спасла в какой-то момент, потому что, ну, она очень добрая, она приходит к тебе утром вот так и делает. И ты выходишь на улицу, а там солнце, и это дурацкая прогулка для дурацкого ментального здоровья работает. Вот, ну то есть, на самом-то деле, собаки летают абсолютно нормально в этих самолетах. Мы еще написали жалобную записку. Мы положили в клетку Чокопаев и написали записку, что типа «Привет, я Бади, у меня было тяжелое детство, поэтому я иногда гавкаю. Пожалуйста, не пугайтесь, это на самом деле я вас пугаюсь. Пожалуйста, обращайтесь со мной хорошо». Денис выложил это в канал, и все там плакали. Так что физически было легко переехать. Я не вижу никаких проблем. Потом вот эти 2 собаки вообще ехали из России на... Микроавтобусе. На микроавтобусе, да. Есть сейчас бизнес. Очень выгодно быть человеком с фургоном и с шенгеном.
потому что чувак, судя по всему, поднимает очень хорошие деньги за счет того, что он в Москве сажает очень много собак в фургон и едет через Беларусь, Польшу и так далее на Западную Европу и потихонечку высаживает собак тем, кто уже осел где-то в Европе, и раздает собак. Вот, и... Кто бы мог подумать, что такая работа вообще когда-нибудь пригодится. Да, вот. И самое сложное в том, что вывести собак, оказалось найти клетки, потому что, судя по всему, в Москве до войны продавалось, типа, условно говоря, 4 больших клетки в день, потому что не очень прям повседневный товар. А когда началась война, это прям такой незаметный признак войны, везде исчезли клетки. Во всех зоомагазинах есть все, корм, игрушки, но нет клеток. И мы искали их, наверное, уже прямо за неделю до того, как надо было выезжать. У нас была одна клетка из 3, а еще 2 просто не было физически в Москве нигде. Нашел в Зеленограде на 4-й странице выдачи Гугла зоомагазин. Там были 2 клетки по 30 тысяч рублей, что-то такое. Добавил их, оплатил, и ничего не происходит. Никто не отвечает ни на звонки, никто не везет нам эти клетки. И я не знаю, то есть, как на них воздействовать, и вижу, что у них на сайте есть группа ВКонтакте. Я захожу в группу ВКонтакте, а у меня тогда была страница верифицированная ВКонтакте. И я с верифицированной страницы захожу, такой, а что вообще надо сделать, чтобы мне клетки перевезли? И я так понимаю, что люди в Зеленоградском магазине заходят в свою группу, видят, что какой-то чувак с галочкой, очевидно, они понятия не имеют, кто это, но человек с галочкой что-то недоволен. И мне в этот день привозят 2 клетки. Я понимаю, что типа вот все мои несколько лет работы в соцсетях, в комедии привели к тому, что я смог себе клетки купить. А это правда, что вы пишете мюзикл, в котором ты пишешь сценарий, а ты будешь петь? Я надеюсь. А как это стало известно? Я не знаю. Господи. Подготовка? Ну, типа да. Но это И я пишу лонгшот, музыку. да. И я пишу музыку. Ты и музыку пишешь? На каком языке будет этот мюзикл? Ну, мы хотим на английском. Да. А сюжет есть? Да, но я не расскажу. Он слишком клевый, потому что его... То есть это не просто 2 молодых человека встречают друг друга Не, в большом это- городе и поют? Не, это про Сталина, так что это... Вау! Правда? Да. А тогда следующий вопрос. Ольга The Stranger, которую я нашла на Spotify. Это my ты? God. Да, Оля the Stranger. Ну, во-первых, мне нравится, как это звучит, потому что мы долго пытались найти какие-то... Мы прям сидели, штормили с Денисом, и все никнеймы, которые мы приходили, уже были заняты. Я подумала, что это знак, наверное, что он The Stranger, я The Stranger, у нас... Взяла фамилию мужа. Да, взяла фамилию мужа, у нас при этом... Ну, мы оптимизировали все, мы платим налоги, все абсолютно вообще. Мы прошли весь ад по международным финансам. И у нас компания, которая называется Strangers Entertainment. Да. А дальше-то что будет? Дальше я поняла, что мне не нравится мое звучание. Вот, и поэтому я воспользовалась своим мужем. Попала в большой шоу-бизнес через постель практически. И попросила, чтобы он... помог мне найти какого-нибудь гуру музыкального продакшена. И сейчас у меня есть гуру, это Илья Барями из Егель. И вот он меня заставляет слушать и писать техно. Мы прям начинаем сначала, он мне очень много и интересного рассказывает. Я познаю музыкальный продакшн с нуля, потому что я выложила, но я понимаю, что с точки зрения звучания есть очень много косяков, которые мне не нравятся. И я пыталась найти продюсера, и платить им деньги, но классный продюсер, видимо, стоит очень дорого, а я как продюсер в жизни, я привыкла все решать, и поэтому я такая, типа, ну, если нет, кому я могу делегировать, значит, я должна сама научиться. Ну и вот, все, я теперь учусь. А по профессии ты вообще кто? Поступала я на айтишницу, между прочим, его университет, который супер коррумпированный. Почему это не... Да, ты за бабки Я вообще ни поступал. копейки не получил с этого. Ты думаешь, что не получил, может, ты занес? Да, блин, лучше бы я занес и куда-то поступил в нормальное место. Вот. Научился я инженер по качеству, это все то, что связано со стандартами качества ISO 9001, 2008, HASP, это такие индустриальные штуки, но у нас в теории я могла бы зарабатывать много денег на заводе каком-нибудь Toyota или на каком-нибудь любом другом заводе, и меня даже после стажировки приглашали, потому что я с синдромом отличницы сама собирала там на рефератах эти червячные передачи, сама эти припуски рассчитывала. Я не понимаю, что ты говоришь.
Говори. Я всегда отключаюсь. Я сейчас вот я иду думаю про выступление. Но я тогда выбрала петь. Но мое экономическое образование, оно было в сфере типа государственного регулирования экономики. Оно мне тоже не пригодилось, кроме... Было перспективно. Жестко. Вот. Но что есть, то есть. Потом как-то я это все натянула немножко на то, что мы используем. Потому что очень много штук, которые связаны со статистикой, потом мне пригодились в маркетинге, потому что я работала в маркетинге. И это всегда было очень классно. Ну, сейчас у тебя есть какой-то твой любимый трек? Который я делаю? Нет, я вот сейчас учусь чувствовать пространство в треке, как должна бочка звучать, как должен бас звучать. Я говорю, я техно делаю, не заставлять техно делать. Вот я сейчас решаю, типа как грамматику, когда ты английский учишь, вот эта книжка ужасная зеленая, когда миллион одинаковых вопросов. Голицынский. Там есть такая книжка, ее все ненавидят, потому что миллион одинаковых предложений, которые суть в том, что ты просто наработал автоматический навык. Вот я сейчас примерно то же самое делаю, только с техно. Хорошо, а когда первый концерт-то будет? Ой, я не знаю. Пока что сейчас мне нужно пока научиться музыку делать, потом выпустить свою музыку с классным продакшеном. Ой, дай бог, через год. А ты не боишься, что так быстро время уходит? Боюсь. Я каждый день страдаю. Денис меня заставляет не страдать. Ты из города Пристинь. Из поселка городского типа Пристинь. Детство в Пристине, что это значит? У тебя есть ДК, один, у тебя есть одна музыкалка, и я вот там, в принципе, все это время проводила, потому что я честно сходила на дискотеку, и я не поняла вот этих вот игр, потому что там все вертелось вокруг мальчиков, кто на кого посмотрит, кто с кем поцелуется, кто с кем подерется, кто в драке был сильнее. И мне всегда это было неинтересно, поэтому я пела, танцевала, училась на пятерке, участвовала в каких-то интеллектуальных клубах. Мне реально было неинтересно с моими сверстниками. За это они меня ненавидели и травили. Но зато сейчас уже я понимаю, что все не зря. Потому что, если бы я начала ходить на эти дискотеки и вот эти во все игры подковерные, сельские начала играть, то я бы никогда не уехала из Пристини. И это ужасно. А если бы ты не встретила Дениса и осталась бы там, то что бы с тобой было? Нет, я встретила Дениса уже в Курске. То есть в Курске, я да. понимала, что я в Пристини не вернусь. Я бы, наверное, не уехала в Москву. Хотя я хотела в Москву, но меня мама тогда не пустила. Почему? Вот так. Не хотелось ей. А потом у меня уже появились деньги, и все. И вся моя самостоятельность, она вышла от того, что я противостояла маме. Потому что ей все не нравилось, что я делаю. Она меня так защищала. Она переживала, что я пойду по папиному пути, я стану алкоголичкой. Там в семье... Он ушел из семьи, когда мне было в 3 года, потом вернулся. Я была в 1 классе, он меня носил на плечах. Мы год там походили, как счастливая семья. И потом он опять запил. И потом его просто в один день не стало. Просто он уехал. Вот, и все. И больше... Когда я встретила Дениса, на тот момент я разочаровалась во всех мужчинах. И я говорила маме, что мама, я никогда не выйду замуж. И я реально внутри отпустила эту ситуацию. Потому что я росла в такой, несмотря на то, что в юности я там занималась всем чем угодно, кроме выстраивания отношений. Там, в 17-18 мне уже захотелось какой-то там романтики. У меня был молодой человек, там другой молодой человек. Но это все было как-то несерьезно, и мне это все не нравилось. У меня было много внимания всегда от мужчин чуть старше меня или сильно старше меня. Но никто меня замуж не звал. Я говорила маме, что все, я такая придирчивая, я никогда замуж не выйду. И я отпустила эту ситуацию. Я тогда еще ездила в Сочи петь песни, зарабатывать деньги, как певица, да. И я перевезла маму из Пристини в Курск, мы купили квартиру, 2. Вот, Денис уже помогал переезжать в квартиру. И мама вообще поступила классически. Она приехала, покупать холодильник в новую квартиру и попросила Дениса помочь. И она такую подлость сделала. Она приехала, приготовила много еды, накормила его. И в конце, когда она ему поставила вот так чайник, она говорит, что ты не женишься? Представляешь? А мы А ты что?
Я не помню, что я сказал. Типа, надо проверить, чувствовать, что-то такое. Нет, это не так. Ты тоже сделал отлично. Ты такой, ну, понимаете, Валентина Николаевна, я, конечно, хорошо зарабатываю, но если семья, я-то должен ее полностью тянуть. Вот я сейчас встану на ноги, и все, и сразу прямо. На ноги, конечно, никто не встал. Расскажи про Железногорск. Сколько там человек живет? Чуть больше 100 тысяч. Самое большое в мире месторождение железной руды, и поэтому, в общем, город и возник. Он милый и зеленый, потому что там плохая экология, и поэтому сильно засадили деревьями. Поэтому он летом потрясающе выглядит, если не знать почему. А родители оттуда? Они из деревень близлежащих. То есть, когда город стал строиться, и там понадобилась рабочая сила, они туда переехали работать. Я так понимаю, что ты в детстве хотел пойти в музыкальную школу, и если бы ты пошел, ты бы с Олей познакомился раньше. Блин, я вот думаю об этом, я думаю, что вдруг нет. Хреново было бы. Но вообще, да, я хотел больше музыкой заниматься, чем занимался. И тебя отец отдал дзюдо? Да, потому что там из нашего города родом Николай Солодухин, двукратный олимпийский чемпион по дзюдо. И там это прям социально одобряемо быть дзюдоистом. Во-первых, потому что это просто спорт, причем, несмотря на Путина, хороший. Во-вторых, там много бандитов из дзюдоистов. И поэтому это в целом более понятный социальный лифт, чем образование и так далее. Дзюдоисту быть выгоднее. А отец был дзюдоистом? Да, бронзовый призер чемпионата РСФСР. Ничего себе. Да. А каким он был? Что ты запомнил? Когда трезвый, клевый, веселый. Когда не трезвый, злой, агрессивный человек. Просто пить – это вот социализация. То есть, как, не знаю, британский паб, только омерзительно. Вот, без эстетики британского паба. Просто отвратительно. Во-первых, все просто пьют, потому что это вот часть культуры. Во-вторых, там он формировался как личность в конце 80-х, когда уже Советский Союз начал разваливаться, и тогда он начал чуть-чуть выпивать. Потом он сходил в армию, где это закрепилось, а потом случились 90-е, когда вообще у людей, не знаю, отвалился смысл, вообще никто не понимал, что делать и кем быть и так далее. И мне кажется, что вот это ощущение, что ты не вывозишь взрослую жизнь, оно, мне кажется, сильно повлияло на то, что он стал пить, просто спасаться от того, что ты мужчина, на тебе семья, которую надо там защищать и кормить, а ты хрен знает, как это делать. И поэтому, мне кажется, это выливалось в алкоголизм. А мама прощала? Сначала прощала, потом пыталась развестись, но на нее вся семья давила. В плане того, что это ж позор, у нас же традиционные ценности и так далее. Оставайся в семье, не позорь нас и так далее. И вот она осталась слишком долго в этом. Тебе было 10 лет, а отцу 32, когда он умер? 32, 33. 32 или 33, я не помню, да. К тому моменту он сильно пил, потому что это 98-й год. И он в начале 98-го года взял в долг денег в долларах, но возвращать их надо было в рублях. И он их взял, когда доллар стоил типа 6 рублей. А в августе 98-го долг его вырос в 5 раз, получается. И он потерял бизнес сначала весь свой, потом машину. И просто к осени этого года он уже начал пить, и он уже не выбирался из этого пике. Ну и все, и в декабре просто как-то его друзья притащили домой. Как обычно это бывает, что вот когда человек заснул, его скидывают жене. Вот, но уже было ощущение, что типа, все. И там как-то все взрослые что-то засуетились. Отца увезли на скорой, засуетились. Меня отвезли к друзьям просто побыть, чтобы не дома я был, чтобы под присмотром. И потом мне пришла эта подруга мамина и как-то очень по-кретински мне сообщила эту новость. Типа отец маму обижал, а я уже, по выражению лица, когда она зашла, я уже все понял, я уже сижу. Я говорю, да, обижал. Она говорит, больше не будет. Я такой, да твою мать, ты не могла получше придумать, как это сообщить. Ну и вот, и все, и все кончилось. Было облегчение.
Злился я на то, что он делал до смерти. Было облегчение? Ну, это же пиздец, когда ты получаешь облегчение от того, что умер твой, в общем, родной человек. Ну, это не сразу пришло. Это скорее пришло со временем ощущение, что у нас до этого постоянно вот была жизнь какая-то вот такая прям хаотичная в плане того, что мы не знаем, там, что сегодня будет, в каком состоянии он придет, в каком настроении, где мне там сегодня ночевать. Потому что там, если вдруг было понятно, что он сегодня придет в каком-то таком состоянии, там, меня могли спихнуть в деревню или там к тете. Все вот хаотично. Непонятно, сколько денег будет дальше в следующем месяце, потому что там их могло быть до хрена, потому что папа был хороший бизнесмен. Но могло быть вообще 0, потому что он еще при этом пил. То есть это вот постоянно колебания какие-то. И потом уже в 99-м году стало понятно, что мы стали жить типа похуже, победнее, но мы знаем, что дальше будет. Понятно, что вот эта неделя пройдет спокойно. Там, вот на следующей неделе я куда-то еду, но в целом я все время дома, хожу в школу там, и там на секции. И это я почувствовал, что мне легче так жить. Потому что я знаю, что дальше будет. Это хорошо, нормально. Вот и я пришел к этой мысли такой неприятной, что мне стало легче. Я знаю, что она неприятная, потому что я с Михаилом Шацем однажды писал шутки, сидел. Я говорю, вот у меня есть такой разгон, что вот когда мой отец умер, мне стало легче. И он такой, нельзя так шутить. И я понял, что, он отец, я сильно его задеваю, его чувства тем, что я такие вещи говорю. Такой, да, наверное, надо еще поработать над заходом. А кто отдавал его долги? Там были какие-то долги, звонили матери, и она просто им нагрубила по телефону. Она сказала, пошли в жопу, это не мои долги. Они такие, и больше не звонили. Что это за район? Фридрихшайн. Это все, что мы знаем. Ну, это восточно-западный? Это был восточный, да. Ты сказал, что все, что ты знаешь о Берлине, это вот эта вот полоса, где ты гуляешь с собаками. И где выступаю еще, да. А ты вообще не изучаешь город, не учишь язык? Язык я не учу, потому что я не думаю, что это финальная точка наша. Угу. И мы уже строим планы, чтобы поехать дальше. Куда? В Барселону. В Барселону, да. Вот. Изучаю его поскольку, потому что в целом вообще единственная для меня мотивация была сюда переезжать, кроме Олиных приключений музыкальных, просто выступать на английском. То есть это после Брексита Берлин столица комедии англоязычной. Ну и то есть я всю жизнь выстроил вокруг того, чтобы выступать. И то есть я, если еду куда-то выступаю, если там рядом что-то прикольное, я там останавливаюсь, почитаю про здание или там про это место, и такой, классно, Дэвид Боуи здесь жил, вот здесь там этот... Господи, как он называется? Чекпоинт Чарли. Ну, то есть я какие-то вещи узнаю просто потому, что там рядом стендап-клуб. Ну и так я в целом, если тут прожить достаточно долго, мне кажется, я буду очень хорошо знать Берлин, просто потому что тут много клубов, и я через это узнаю. Но в целом я как бы придерживаюсь того, что как мне город сам откроется, так я его и узнаю. То есть, например, когда выступал в Иркутске, я помню, что я вышел просто погулять из гостиницы, и мне подряд встретилось там типа 10 магазинов аниме и манги. И я такой, ну вот Иркутск такой город для меня. Я там не стал думать про ссыльных декабристов, ничего думать. Я такой, ну это город манги. И мне вот в моем сознании так. Сейчас у вас своя квартира это? Нет, конечно, нет. Вы снимаете, но в контракте есть, что у вас только собак. У нас есть в контракте, что у нас собаки? Это ну указано? Да, мы спрашивали, что типа можно, у нас там написано, что можно было жить с собаками. Но нам повезло очень, что у нас молодые немцы, которым не очень... Мне кажется, что они сдавали эту квартиру посуточно, и поэтому она дорогая. Она дорогая. Мы решили, что типа, мы будем переплачивать за квартиру, но пусть тогда уже, у нас не будет никакой головной боли. И у нас не было никакой головной боли, мы сняли вообще онлайн ее. Мы приехали, там молодой немец, который бегает марафоны, они вообще архитекторы и дизайнеры. У них там квартира, у нас квартира вся полностью обставлена. Это хороший район, тут очень много проходит открытых микрофонов. Денис на велике ездит в кайф, и поэтому мы просто с этим смирились. Это единственное, что тяжело, но с учетом того, что если бы у нас были дети, мы платили бы за детский садик или за школу, то с собаками все равно дешевле.
That's a problem because we have a tiny immigrant apartment and there's no space in this apartment. It's basically me, my wife, and the rest is fucking dogs everywhere. And it's hard because you can't really be intimate with your partner in this tiny apartment. You can't really have sex in a tiny apartment with 3 dogs. Because anytime you have sex in a tiny apartment, you feel like you're being watched. You lift your head during sex and you see this fucking face at the doorstep. Just watching you. One of our dogs is a huge Labrador. She's super friendly, she loves people, and she wants to hang out with people all the time. And when you have sex, she tries to jump on the bed to hang out with us. And we don't want that. We don't want a dog in our bed during sex. We are very conservative, so here's what I do. I try to keep having sex, but at the same time, I try to gently kick my dog in the face. So she changes her mind. And of course my wife sees that, and she laughs. And because of the laughter, the muscles around her vagina contract. And that makes sex better. And I'm really confused because it feels great, but I don't want to get used to it. You know, like... Как вы познакомились? Ну, рассказывай. Что сейчас опять будет вариант длинной версии или короткой? Нет, они просто все одинаково стыдные. Для него, не для меня. Да, в Курске есть Юго-Западный государственный университет. Да, бывший политех. Да, в котором я никогда не учился, но он сильно лучше вкладывается в творческое развитие студентов. И поэтому я довольно быстро стал играть за команду КВН этого вуза, а не своего. А, не своего, понятно. Да, вот. И мы однажды там с товарищем сидели, писали шутки. Уже ночь была какая-то. И мы слышим, что кто-то очень красиво поет джаз. И мой товарищ, он ее знал, он такой, это Новикова поет. Такой, ну ладно. И мы дописали шутки, спускаемся, заходим туда на эту тусовку, там какая-то тусовка для руководства вуза. Там ну, то есть у нас были концерты какому-то дню посвящены, и иногда кафедры какие-нибудь устраивали какие-нибудь праздники. Например, у кого-нибудь профессора какой-нибудь день рождения или какое-нибудь 30-летие научной деятельности. ЦДМ этот находился в том же здании, где столовка. То есть мы переодевались за вот этими железными штуками, вот, за которыми еду выдает. И это была столовская еда, просто красиво оформлена. То есть там вот котлетки жареные в кляре прямо. Вот, мясушка такое. Вот, и мы, да, там выступали перед всякими разными... Да, ректорами, профессурой. Вот, мы идем к выходу, и я вижу, что там на этой тусовке моя подруга, которая оказалась нашей общей подругой. Моей лучшей на тот момент. Да. Но она пьяная в щи просто вообще. Потому что, видимо, профессура как-то со студентами на короткой ноге. Но они нас подкармливали, а мы были голодными. Обычно эти концерты были после нескольких репетиций, после пар. И они такие, типа, Олечка, Ирочка, типа, садитесь покушать. И ты такой садишься, кушаешь, потому что тебе кушать хочется. А они уже, ну, там, у них хороший день. Они такие, а вот винца, а вот того. И, в общем, я не пила, потому что я сразу засыпала. А мне еще нужно было петь. А Ира более была такой продвинутой женщиной, опытной. Ну, не сильно она была продвинута. Но она была в мясо но просто она вообще. думала об этом. Вот, и я просто подошел поздороваться, потому что там давно не виделись. Я говорю, Ира, привет. И Ира, у нее, видимо, в голове созрел план нас познакомить. Но она не в состоянии была как-то это артикулировать. Поэтому она такая просто... Я такой, Денис, Оля. И мы просто как бы друг друга отметили визуально и разошлись. Я ее нашел ВКонтакте, не добавил друзья, просто посмотрел все фотки. Я сделала то же самое. Потом я взял шефство над их командой КВН. И, в общем, мы на этой волне стали больше общаться. Поехали на фестиваль в Сочи, где еще стали больше общаться. Но я все равно тупорезил очень долго. Денис очень интеллигентный человек. Это во-первых. И во-вторых, как он потом говорил, он думал, что он не может мне понравиться. Уже все понимали, что мы друг другу нравимся. Уже даже я понимала, что мы друг другу нравимся. А почему ты думал, что ты не можешь ей понравиться? Ну, с самооценкой был кошмар тогда. Тогда и сейчас, но тогда хуже было. И я пошла на радикальный шаг. Так.
Я удалила его из ВКонтакте. Для человека, который большую часть времени находился в Твиттере и ВКонтакте, это практически пощечина. Денис подослал своего лучшего друга на тот момент тоже. Я попросил его как-то ненавязчиво узнать, что случилось. Знаете, как лучший друг спросил меня? Че, Оль, привет, как дела? А че Олесина удалила из друзей? Я такая, очень тонко, Дим. Пусть Олесина спросит. И потом я пошла страдать к Ире, что вот, ничего не происходит, я уже из друзей удалила. И я была с телефоном, потому что я ждала какой-то реакции, там, пуша от ВКонтакте или что-нибудь такое. И пока я страдала и злословила на Дениса, у меня сел телефон, и я прихожу потом к себе в общагу в комнате, включаю, а там 7 пропущенных. Я такая ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Ну и после этого начались наши отношения. И не заканчиваться. Ну, то есть ты прям пришел, сказал, все. Ну, что-то я не помню, мне очень не нравится Ой, вспоминать потом эту историю. потом он тебе меня- нравится, да? Да, Ага. да. Потом он меня пригласил запускать фонарики в Курск на 14 февраля. О, боже. Это было где-то в районе, в котором вот такие были сугробы. И почему-то приехало много народа, потому что, ну, как бы в Курске большой город, но делать там не очень много что можно. А желание загадывать все хотят. Да, и вот мы стояли, загадывали желание. Оказывается, мы загадывали желание, чтобы мы были вместе. А я женщина из порядочной семьи. Мне нужно вот, ну, как бы сказать, ты моя девушка, я твой парень, я приглашаю тебя. А он, значит, запускает, потом позвал его в кафе. И все так очень красиво, но нету слов заветных. Я была возмущена. Но потом он все-таки сказал, что типа, ну да, я просто не знаю, как это делать, ты мне очень нравишься. Ой. Сколько заплатить, чтобы вырезать это? Это бесценно. А что за свадьба у вас была? Мы уже были независимы от родителей. И мы решили, что мы не будем тратить много денег на свадьбу, потому что нам было жалко. Это наши деньги, не деньги родителей. Но мы там, типа, я сшила себе очень красивое платье. Прическа у меня была. Мы заказали на близких совсем родственников. Типа, у нас там 10 человек было банкет в ресторане. И потом в конце вечером с нами пошли смотреть «Горько». Ага, он только вышел. Да, он только вышел, с нами пошли Чтобы смотреть... его закрепить. Да, с нами пошли смотреть «Горько», молодая часть, и молодые наши друзья. Мы сняли ресторан. Даже не весь ресторан, наверное, Нет, часть ресторана. Да, там был Да. большой, ну, Да, типа, большой 10, на 10-15 Да, посадили человек. наших родственников, которым важно было вот именно вот какое-то застолье. И сами уехали на фотосессию. Возвращаемся, там уже какая-то женщина играет Аллегрову на синтезаторе. Мы Хотя- заходим, она такая: дорогие друзья, дамы и господа, в нашем зале сегодня молодожены, в честь вас были белее снега, свадебные цветы. И они такие: танцуйте. Она нам показывает, типа, танцуйте. И мы такие, типа, спокойно, спокойно. Вот, и там родственники прям кайфуют от этого. И я просто стою, и ко мне подходит какая-то администраторша ресторана и говорит: так, вот ваши родственники вот разбили вот эту вот штуку. Горшочек разбили, вот это вот, пожалуйста. И там с вас там типа 1700. Я такой, да, отдал 1700, и мы с Олей пошли домой. А что стало с вашими на тот момент лучшими друзьями Ирой и Димой? Ира была до 22 года. А потом, я увидела, что она перепостила пост режиссера, который снял... Андросяна, господи, Да. режиссера. Ты давай так громко не говори. Вот. Я просто не знаю его, не помню его, и поэтому я назвала его режиссер. Вот, значит, вот этого человека, где он говорил, что, типа, не все так однозначно, вообще НАТО у границ. И я Ире написала, потому что я, работала в маркетинге, и мы знали блогеров, которые работают с администрацией АП, и которые не работают. И я ей написала не с позиции, что, типа, Ира, ты не права, там умирают люди, это ужасно. Неважно, мы в 21 веке, что значит НАТО подступает к границам? Я ей говорю, я работала в маркетинге, я точно знаю, что эти люди сотрудничают с администрацией АП. Это пост проплаченный, я тебе точно говорю. И она дала понять, что она со мной не согласна. И меня
больше всего поражало, что... Вот я уверена, что если бы я спросила, как расшифровывается НАТО, она бы мне не ответила. И вот я уверена, зная Иру, что она не знала, что это Североатлантический альянс. Я прям могу поклясться. Но при этом вот она... Ну вот, из одного поста, потому что этот пост перепостил ее друг, она прям в это во все поверила. И потом она еще написала, типа, что-то, ну как ваши дела? Я сказала, что мы в Турцию переехали, потому что нам угрожали. Она такая, понятненько. Я такая, типа, ну, блин, понятненько. Реально понятненько. Вот, и оно как-то само развелось. А Дима? У нас с ней был паблик ВКонтакте с мемами про Курск, и где мы прям угорали над... Да, я его откопала, очень смешную. Спасибо большое. Вот. Между прочим, Михайлов расстраивался, что не делали мы этот очень мем. гордились, что мы когда делали мем про губернатора, он потом грустил на каких-то заседаниях, там губернатор начинал разговор с того, что ну вот, опять смеются надо мной. Знаете, что самая главная ирония? В школе я была отличницей, комсомолкой, пионеркой, реально у нас была, я была там председатель, нет, не знаю, кто там отряда. Вот, и одним из моих хобби была журналистика. И я брала у Александра Михайловича интервью. Александр Николаевич. Александр Николаевич, меня одели в красивое платьице. У меня тут был, значит, повязан пионерский галстук. И я помню, что я ему задавала вопросы, типа, а вы были в детском лагере? А он абсолютно... Вот ему параллельно на все было в его жизни. Он такой, нет, абсолютно вот так вот, с таким лицом. А мне, типа, 12 лет, и я пытаюсь как-то выйти из ситуации, и я клянусь, я задаю вопрос, а что так, почему не сложилось? Он говорит, так мы на бураке ездили. Я такая, понятно. Сейчас мы должны от наших южных земель северным землям перевести, что буряки – это то, что они называют свекла. Да. Но это было просто как-то очень интересно закрылся круг судьбы. Потому что тогда это было большое событие для всех. У меня до сих пор есть фотография в альбоме, потому что мама хранила все мои фотографии, где я сижу, беру интервью у губернатора. Вот, А у Дима? нас был паблик, да. И мы его вместе ввели, и потом я уехал в Москву, и Дима его вел один. Я не знаю, как-то на него вышел какой-то чувак, который занимается молодежной политикой в Курске. А я его знал по каким-то другим проектам, я знаю, что это вообще абсолютный слизень, и вообще не плевать ему на молодежную политику и так далее. И Дима стал постить в нашем паблике, который вообще-то такой против мейнстрима, такой, вот... не помню, как зовут, типа, Сергей, правда, радеет за молодежь региона. Я говорю, что, Дима, что за херня? Вот куда, все, больше не будет. И через день еще один какой-то пост выходит, что Сергей красавец. Я, благо, был создателем паблика, поэтому я и Сергея, и Диму отключил навсегда от пабликов, и больше не общались. Так вот политика развела вас с лучшими друзьями. Вообще жестко. Да. НАТО. Проклятая НАТО. Проклятая НАТО. It's really hard if you grow up in a Russian family. It's really hard to get love from your family. It's and it's never an unconditional love. You always have to deserve it, and you don't just deserve it. It's better if you ruin your life somehow, then you recover by yourself, and then you get your love. A drug addiction is perfect. Alcoholism will do. I have a cousin. He was 19 and he was sentenced to 3 years in prison for stealing, but he behaved well in prison, so they released him for parole after just 1 year. And that was the moment when he became a hero in our family. At every family gathering, at birthdays, at New Year's, everybody would say, "Oh my God, Alex behaved well in prison." And they let him go. And I'm sitting next to Alex, and nobody presses me for never going to prison. It's somehow worse in my family. Тюрьма действительно была каким-то общим местом твоего детства? Не тюрьма, а типа готовность к тюрьме. Ну, то есть, вот эти законы воровские, типа, ты что-то носишь, какую-то одежду, и тебе говорят, с тебя спросят за это. Я говорю, кто спросит? Типа розовая футболка какая-то у меня была. Просто из Нью-Йоркера тупо футболка, которая там по скидке была. И мне кто-то говорит, тебя спросят за такую футболку. Я говорю, кто спросит? Он говорит, старшие. Я такой, да пошли вы нахуй, какие старшие, вы что, с ума сошли? Но для людей это прям важно, то есть они такие, вот старшие спросят, типа, вот там,
Кто-то себе четки привез, я помню, из какой-то поездки четки привез. И говорит, нет, с такими четками нельзя ходить. И ты думаешь, почему? Потому что какой-то тип живет по этим арестантским понятиям из 19 века, которые вот еще у Достоевского были написаны. Он живет в 21 веке по ним до сих пор, я должен это учитывать. И такие, типа, ну да. Ну, то есть, это скорее там не так много людей сидело, но много были готовы и там видели в этом какой-то вот один из социальных лифтов. И они там тебе перечисляют вот эти там, какие-то стадии. Стремящийся, мужик, там это иерархия воровская. Ты думаешь, блядь, это даже скучно слушать. Это не то, что типа возмущает, это просто скучно. То есть, надо какой-то бакалавриат заканчивать по этой странной этой всей терминологии. А брат Юра-то твой, он на тебя производил впечатление? Не, а он по тупости своей сел в тюрьму. А остальные-то по умности садятся. Ну, в смысле, по тупости, то есть он не видел в этом романтику какую-то и там в свое будущее. Он просто попал в тюрьму и сразу понял, что это херовое решение в его жизни, и он больше никогда не связывался. Он вышел по путинской амнистии, по этой, которой, я помню, что ГУФ вышел. И мой брат троюродный, да, вот. То он больше не приближался к этой всей теме воровской ни на километр. Брат, может быть, кто-то еще из родственников, кто-то гордится тем, как высоко ты забрался? Из родственников? No, никто. Я скрывал от всех до 21 года, поэтому все немножко, до сих пор немножко обижены на меня, наверное, что я от них это прятал. А ты прятал, взяв себе псевдоним «Чужой», в том числе поэтому? Ну, это мне потому что угрожали. Потому что я в Курске, вот у нас был паблик этот с мемами про Курск. Там вот есть жанр билбордов в регионах, когда кого-то поздравляют с днем рождения с абсолютно уебским дизайном. Там вот этот фон из тюльпанов, фотография на полароидная человека, и там, условно говоря, красные тюльпаны, и по ним красным курсивом написано «Жека, всех благ». И я какой-то помню, что сфоткал это на улице, выложил в паблик с какой-то смешной шуткой. И мне стали писать, типа, сука, ходи и оглядывайся. Я такой, оу, окей. Я просто взял, у меня был псевдоним этот Денис Чужой придуман. Что-то мне хотелось снимать артхаусное кино, я придумал себе псевдоним. И чтобы все равно продавать рекламу в паблике, я создал отдельный аккаунт Денис Чужой, и он стал со временем основным. И когда уехал в Москву, стал выступать стендапом, взял этот псевдоним. И плюс просто, когда ты живешь в другом городе, и твои родственники не сильно шарят за интернет, от них очень легко скрывать, чем ты занимаешься. И они такие, что ты там в офисе? Я такой, в офисе. А я там, не знаю, где-нибудь в Челябинске сижу в аэропорту, жду вылет на концерты. И они такие, нормально, нормально. И я так вот... Фоточки? Да, несколько лет в офисе работал. Ну вот они узнали, когда это уже прям в глаза полезло. Когда менты пришли? Ну, менты пришли, и я поговорил там с Дождем и так далее, и это стали перепечатывать все более мелкие издания, и пока какой-то паблик ВКонтакте железногорский опубликовал новость, что типа нашего пацана взяли за жопу, и они к записи прикрепили все 3 концерта, которые у меня были тогда. И родственники думали, что вообще не занимаюсь этим, а тут они прям хорошо снятые, красивые концерты, 3 подряд, и они посмотрели их за весь вечер, все 3 концерта. А там про них много? И там про них много, ну и просто, что вот они там не глупые люди, они поняли, что за вот этими концертами какой-то труд стоит, то есть это не то, что я их снял в один день, это сколько-то лет я этим занимался. Они такие, окей, интересно. Ну и как они тебя спрашивали? Ну так, Денис, ну что, как, сколько зарабатываешь, как ты живешь? Не, ничего, вообще ничего не изменилось, на самом деле. Они со мной про это не говорили. Просто как нормально все, у вас деньги есть, там, все как в Москве. Там. То есть они сделали вид, что ничего не произошло. И никто все-таки не похвалил даже? Вообще нет. И никто не гордится? Этого нет. Обидно? Насрать, не знаю. Было бы клево, если бы гордились, но я так привык не знаю, в этом не нуждаться, в одобрении их и в гордости, что я никак не поменялся. Такой, они не были в курсе, и они сейчас, грубо говоря, тоже не в курсе. Они просто типа, дурак человек, стендапом занимается.
Люди, которые живут вместе 12 лет, наверняка примерно там раз в неделю слышат вопросы, когда у вас будут дети. Мы не можем Когда его... вообще не слышно. У нас, смотрите, все наши друзья и мы имеем достаточно классически тяжелые отношения с родителями. Требовательные, вечно всем недовольные, ты все не так делаешь. У нас большинство друзей child-free. У нас, типа, из друзей, у кого есть дети, были в Москве, но мы тоже разошлись, потому что тоже НАТО надвигалась на границе. Вот. И все. У нас нету никого, поэтому мы не слышим этот вопрос. Да, моя мама подуспокоилась с переездом нашим, потому что когда мы жили в России, она такая, типа, ну... Особенно она расстраивалась, когда там ты скидываешь новую собаку. Я такая, типа, не то, что я ожидала. Но сейчас она такая, она говорит, я понимаю, что, мол, у вас там не так все стабильно, чтобы вы еще детьми все усложняли себя. Поэтому она чуть поставила на паузу это ожидание. Я бы хотела детей, но я понимаю, что если мы сейчас родим детей, то это будут такие же несчастные дети, как мы были. Потому что мы не в том состоянии, психологического, наверное, здоровья. Потому что очень много сомнений внутри нас, внутри меня по поводу творчества и по поводу там всего остального. Я знаю, что я вижу на отношении моем с собаками, что меня иногда бесят мои собаки. Я их очень люблю, но они меня бесят прямо. И вот, например, Эня, она любит подходить в середине дня просто, типа, почеши меня. Я хочу внимания. И Эне я могу сказать, на игрушку, на вкусняшку уйди. А если я так буду с ребенком делать постоянно, очевидно, что там будут какие-то приколы. И я просто, вижу, как... Я помню Дениса 12 лет назад, у которого совсем ничего не было от самооценки. Потому что... И я потом познакомилась с его мамой, и у меня все стало на свои места. Потом я узнала историю мамы, и у меня тоже все стало на свои места. Я не могу ее, судить. Я понимаю, почему это было. Почему? Очень тяжелая жизнь, очень тяжелая жизнь. В плане и физическом она работала вообще на горно-обогатительном комбинате. И папа там иногда приколы делал в семье. Я недавно узнал про такую вещь, как взрослые дети алкоголиков, что это есть, оказывается, отдельное такое понятие. Я вообще никогда это не связывал с отцом, я такой, окей, ладно. То есть это просто вот твое ощущение, что ты чего-то стыдишься своей жизни постоянно, как ты себя неправильно чувствуешь, это тоже можешь к этим мыслям приводить, но, видимо, не так сильно, чтобы это до каких-то действий дошло. Там не было ресурса, чтобы передать его дальше, и я называю маму Дениса мам Таня, и ты, когда разговариваешь с мам Таней, неважно, что ты рассказываешь. Мам, Тань, мы купили квартиру в Москве, мы там погасили большой платеж по ипотеке, мы поехали туда, мы поехали сюда. Любой разговор с ней закончится на чем-то грустном. И мне нравится, что ты от этого радостный. Подожди, приведи пример. Что значит на чем-то грустном? Приезжаешь в гости к маме, пьешь чай, сидишь с ней, и она тебе рассказывает какие-то новости, такая, пей чай, там вот пирог. И ты просто вроде немножко у тебя твои забрала спадают, ты сидишь спокойно, она говорит, а помнишь тетю Машу? Ты говоришь, да, замерзла насмерть. И она дальше просто тебе... И ты просто с этой информацией пьешь чай дальше. То есть это вообще не обязательно было сообщать. Она просто, такой вот светский разговор. Вот человек умер ужасной смертью, как тебе? Или ты звонишь и говоришь, мам, Тань, да перестаньте вы уже работать. Мы у вас там, не знаю, сколько лет денег не берем, мы полностью самостоятельные, мы вам там всегда подарки дарим. И она там, наконец-то ты звонишь и говорит, все, я ушла с работы, потому что я второй раз руку сломала. И я устала, как черт. И ты такой, ты даже в этом радостном моменте, чтобы, да классно, поживите. Она хотела дачу. Мы такие, купите дачу, себе будете там цветы растить, все такое. И даже в этом моменте она такая, и забрала у тебя чуть-чуть. И у меня нет вопросов по Денису, и я прекрасно понимаю, что у меня еще там мои какие-то травмы детские, они еще не долечены. И поэтому я не хочу приводить в мир ребенка, когда я точно знаю, что я испоганю ему психику. И поэтому мы обсудили, договорились, что когда переедем в Барселону, мы пойдем замораживать мои яйцеклетки и твою сперму. Потому что, мы хотим когда-нибудь детей? Да, хотим. Мне уже 33. До 35 хорошо заморозить. Но вот мы переедем, заморозим, и вообще тогда с нас снимется эта головная боль.
Это правда, что в какой-то момент ты зарабатывала больше, чем Денис, а он заработал на нелюбимой работе, и ты ему тогда сказала: иди, делай то, что ты любишь, а я пока позарабатываю? Да, но Денис поступил как настоящий мужчина. Он заработал сразу же в первый месяц больше, чем он зарабатывал до этого. А что важнее, чтобы мужчина зарабатывал много или чтобы он любил то, чем он занимается? Опа. Я считаю, что то, что любила, чем он занимается, я на своем опыте это прошла. Я заставила Дениса уйти с этой работы. Я ему сказала, что у нас все получится. А И вот у если него- не получилось, что бы было? Ты Ну, была бы виновата. Ну, получилось бы позже. Я в нем никогда не сомневаюсь. То есть я вот у Дениса спрашиваю, например: Денис, почему мы одни из комиков уехавших, ну, наверное, ладно, еще Саша Долгополова, перешли на английский язык? Он говорит: ну, потому что остальные боятся. Потому что не верят в себя. А я настолько верю в Дениса и ни разу в нем не сомневалась, что, ну, я знаю, что сейчас мы ездим, типа, частично, все-таки большая часть, 80% это наша русская аудитория, за что им огромное спасибо. И вы нас заставляете чувствовать себя какими-то элитарными, потому что мы уехали, и мы зарабатываем больше, чем это было в России. Мы 100 раз обсуждали и говорили, что все то, что мы, не знаю, не ходили на ТНТ, не прогибались под какие-то шутки популярные. Ну, то есть очень же легко шутить, не знаю, про жену и тещу, и про тупую жену, тупых детей, и собирать, не знаю, большие залы. Вот. Мы этого не делали, и сейчас нам это прям pay-off. Мы вообще благодарны. Мы, конечно, скучаем по нашим зрителям. людям, да, по людям в России, потому что всегда это были невероятные концерты в Екатеринбурге, невероятные концерты в Питере. Это вообще... А ты так говоришь, невероятный концерт. Ты же не ходишь на его выступление. Здрасте. Кто это Не, сказал? на большие, на знаковые ходят. Когда мы выступали в театре, то есть Оля была дирижером всего. То есть я прям выступал, то есть ты видишь, когда ты на каком-то году выступления, ты перестаешь быть в панике на сцене, и ты начинаешь видеть, и одновременно и рассказывать шутки, и видеть, что вообще в зале происходит. И я видел, что Оля там как дирижер бегала, там, типа, что-то, я слышу, что со звукачом поговорила о чем-то, там, вижу, она уже в той части зала, там уже свет подстраивает. То есть я прям видел, что огромная часть концерта подстраивается на ходу, потому что Оля там договаривается с людьми, чтобы они лучше работали. Ну, в общем, мы, да, скучаем по нашим людям, но в России, но безумно благодарны всем тем, кто здесь сейчас поддерживает, потому что ты уже рассказывал про миссию свою? Чуть-чуть. Показать, во-первых, россиян чуть шире, чем мы сейчас показаны в мире, и к этому еще добавить зрителей из других недемократических стран. Потому что я в какой-то момент, когда выступал в Берлине, я рассказывал какие-то вещи про то, что у меня в моей родной стране диктатор. Когда я показываю свой паспорт на паспортном контроле, люди мрачнеют. So yeah, I left and I've been traveling ever since, and I like traveling. I realized that that there are strong passports in the world that are easier to travel with, and there are weak ones, like Russian one. And it turns out a lot of people in Europe don't really know about this system. They're like, I don't know if my passport is strong or not. Can you explain it to me? And I'm like, if you don't know, you're probably okay. I mean, if your country fucked up, you usually know it. You usually know that people won't be happy to see you at the border control. И понятное дело, что люди из постсоветских стран, типа, да. И потом я вижу, что люди из Турции такие, круто, да. И люди из каких-то там арабских стран отзываются, подходят даже после выступления, говорят, блин, вообще прям попадает в меня это все. Я подумал, что было бы прикольно через стендап создать какой-то такой общий, не знаю, групповой чат. Где все будут плакать по своим паспортам. Ну, не то, что плакать, чтобы хотя бы мы, не знаю, обсуждали, чтобы это был какой-то диалог людей из таких стран, как нам научиться, не знаю, отклеивать себя, то есть чтобы тебя оценивали как человека, а не как твой паспорт и как твоего диктатора. Вот я в Барселоне выступал, и там, сейчас будет комик из России, и там какие-то приколы про отравление, про Путина, еще что-то. Я думаю, понятно, ты сейчас хочешь чуть немножко зал поднять, но хочется расширить вот твой набор ассоциаций. Потому что у меня еще было... Я залетел на открытый микрофон, просто на англоязычный в Праге, и запостил в сторис, что я буду выступать там, и пришло очень много людей из моих подписчиков.
И вышел комик, ведущий, шотландец, по-моему. И он, как обычно, там, эй, откуда ты? И там девушка, я из России. И он какой-то прикол про отравление. И она такая, ну, типа, окей, да. И он такой, а вы откуда? Из России. И он что-то еще там про открытые окна. Или там, ну, вот этот набор стереотипов про Россию. И все такие, ага, окей. И он, а вы откуда? Из России. И я понял, что у него кончились идеи шуток, потому что он больше ничего не знает про Россию, кроме того, как гибнут диссиденты. Это его все представление о России. Я подумал, что вот как-то надо учиться давать хотя бы больше поводов для разговора, для приколов. Иногда мне кажется, что твое желание выступать по-английски и уйти вот в ту сторону, это такая попытка убежать от себя, попытка найти себя другого, который не с теми корнями, не с тем происхождением, не с тем паспортом, не с тем. Как далеко ты сможешь убежать? Это скорее поиск каких-то того, где мне есть место. Это не то, что убегаю, я скорее просто ищу какое-то свое племя, что ли. Потому что вот я жил в Железногорске, я такой, мне здесь не нравится, мне здесь некомфортно. Здесь слишком много насилия, жестокости и так далее. Поеду в Курск. Там оказалось чуть-чуть меньше насилия и жестокости. Я такой, ну ладно, тогда поедем в Москву. В Москве нравилось, но потом и туда пришло насилие глобально. И мы думаем сейчас, поедем туда. Ну, то есть, это скорее просто поиск места, где жестокости будет поменьше, и своих людей, какого-то твоего круга общения побольше. То есть, это не... Я, наверное, убегаю не от, а к. Оль, ты не боишься, что пока ты занимаешься продюсированием карьеры Дениса, ты не успеешь спродюсировать себя? Возможно, это мой способ убежать от моих страхов. Вообще, я поняла, что Денис невероятно смелый человек. Есть такой же стереотип, что мужчина, он должен быть таким маскулинным, таким весь па-па-па, вот он должен там сражаться с кем-то, не знаю, своих партнеров по бизнесу побеждать. И я вам, как человек, который работала в корпорациях, могу сказать, что все это вообще фигня такая, когда у тебя самый твой главный критик внутри сидит. Потому что вот я своему внутреннему критику сейчас проигрываю. И у меня есть эта возможность. Если мне что-то не нравится в моем творчестве, я иду... не знаю, занимаюсь Денисом с радостью. Это моя продуктивная прокрастинация. Я такая, ой, надо организовать концерт, надо то, надо сё. Вот. А у него нету этого способа. И он каждый день побеждает своего внутреннего критика, потому что, я клянусь, он каждый день сидит и пишет. У него постоянно какие-то новые идеи, шутки. Я всегда знала, что он крутой, невероятно талантливый, а теперь у меня еще невероятное уважение появилось. В каком, на 12-м году? Новый уровень уважения появился к нему, потому что я реально физически поняла, что такое, когда ты внутри считаешь, что ты недостаточно хорош, у тебя музыка плохая, ты петь не умеешь, у тебя продакшн плохой. Я поддаюсь этому. Плюс у меня стратегический подход. Вот смотрите, Денис станет суперзвездой, и потом же мне будет проще найти своего продюсера через него. Ты часто думаешь о том, где бы ты был и что бы с тобой было, если бы не Оля? Мало думаю, но я примерно представляю в Курске. В Курске? Да. Потому что у меня сильно нет мотивации что-то для себя делать. То есть я делаю просто, что мне интересно, но вот что-то это как-то сделать более каким-то коммерческим и больше куда-то двинуть, показать большим людям, у меня прям большой мотивации нет. Я вижу таких кучу комиков в Берлине, в США я таких видел, которые просто делают для себя, и ты видишь, что это не супер финансово успешно. Я бы таким человеком, скорее всего, был. Андеграундом. Да, вообще еще более андеграундом. А у меня есть Оля, я хочу, ей круто, если бы она лучше жила. То есть у меня вот эта мотивация всегда, чтобы Оля круче жила, и один из псов. Потому что у меня один из псов тоже из семьи алкоголика. У него был первый хозяин алкоголик, он от него сбежал, попал под машину, его добрые люди подобрали, вылечили, и мы забрали у этих добрых людей этого пса. И у меня почему-то в голове мысль, что этот пес должен жить в Калифорнии. Потому что вот это была бы крутая для него арка персонажа из Одинцова, из семьи алкоголиков, попасть, и чтобы у него была фотка в Малибу около бассейна. Для себя мне не супер охота что-то делать, но вот чтобы пес жил в Калифорнии, я многое сделаю для этого. I got this visa, but now my brain... Oh, right. Yeah. Oh, yes.
a Russian got a visa. Yes, that's cool. Yeah, and right now my brain cannot process it because the official name of this visa is an extraordinary talent visa. And my brain just shuts down. It cannot process it because like my brain reads it in a sarcastic voice. I just hold my passport and it just says extraordinary talent visa. But my brain says, oh, look, we have an extraordinary talent here. Поскольку ты только что сказал это 400 человекам, то это уже больше не секрет. Ты получил рабочую суперталантливую визу Так называется, да. в Америку. Мы пока смотрим, что там пройдет, выборы, и вообще выглядит пока США не супер красиво. Ну, то есть мы съездили в США, и мы такие, блин, ну фиг знает, конечно, там все очень дорогое, и видно, что люди тоже не супер комфортно себя чувствуют. Мне там, условно говоря, Саша Незлобин говорит, и там все, он я познакомился с кучей чуваков, которые там в Калифорнии живут из постсоветских стран, и они все говорят, у всех так работает. Ты приезжаешь, несколько лет тебе херово, ты несколько лет в минусе, но потом ты понимаешь, как что работает, ты себя клево чувствуешь. Я говорю, я больше не могу себя чувствовать херово. Я устал немножко, можно я как-то проскочу этот этап? Они такие, ну тогда, не знаю. Ну и вот, мы просто пока ждем, не знаю, вот я сниму концерт, посмотрю, как на него среагируют люди. Посмотрим, кто выиграет выборы. Может, будет 2 США. В какой надо будет ехать, будем смотреть. Поэтому мы пока подвесили. У нас есть шутка, что, мол, ты видишь, что опять фашисты к власти приходят. У тебя есть рюкзак и виза, ты знаешь, что делать. А вот это ощущение нестабильности, оно тебя так потревоживает? Я уже начал привыкать, уже начал читать про буддизм. Потому что я прочитал, что буддизм – это про то, что ты не можешь удержать весь мир в руках, потому что все меняется абсолютно, все, и ты меняешься. И я такой, блин, это про мою иммиграцию. Я стал про это читать, и наверное, надо просто отпустить и делать максимум то, что ты сейчас можешь делать, а там как сложится. Пока я поставил себе маленькую цель, потому что после 22 года вообще бессмысленно какие-то большие цели себе ставить. Я такой, круто будет, если у меня будет спешл, и он смешной будет, я его сниму, как я хочу снять, и просто отпущу в плавание, и там, кто его захочет посмотреть, буду очень благодарен всем, кто посмотрит. Ну, чуваки, которые не выбрали путь отъезда из России, исключительно из соображений, не потому, что у них какие-то другие, там, пропутинские взгляды или еще что-то, исключительно из соображений страха перед неизвестностью. Они все время говорят о том, что я там никому не нужен, и что я там буду делать, я ничего там не знаю. И объективно это так. Так а где ты кому нужен? Это меня всегда удивляет эта штука, что всегда эти злые комментарии, когда пишут иммигрантам, да, что, у тебя нет интереса к тебе, на Западе. А с каких херов будет интерес к тебе, если тебя никто не знает? Откуда он возьмется? То есть, даже если ты в России начинаешь чем-то заниматься, тебе надо создать самому этот интерес. То есть, ты куда-то приходишь и говоришь, я такое творчество, если есть желающие, пожалуйста. То есть, ты все равно должен доказывать, что ты кому-то нужен, и это вообще от страны не очень зависит. Что в России ты это доказываешь, что где угодно. В России как будто бы все уже достигли какого-то уровня, и дальше можно было только собирать бенефиты. Пускай собирают. У меня это не оказалось несовместимо с тем, во что я верю. Я подумал, это будет некрасиво. Собирать бенефиты тогда, когда тебе надо заткнуться и просто в какой-то момент еще и зигануть, если тебя попросят. I could get an Eastern European citizenship because I feel like we're close mentally. Like I like coming to Eastern European capitals and ask locals what should I do in your city? And they're always like, have you seen our torture museum? What? Yeah, we've got all the torture devices under the same roof. That's horrifying. Yes, and only 10 euros. Weirdly enough, it's not the case for Russia. If you come to Moscow and you ask locals, where's your torture museum? Когда люди
принимают решение идти против течения и совершать какие-то поступки, которые потеря безопасности, потеря привычного образа жизни, рисками, то в семье обычно по этому поводу возникают разговоры. И очень часто бывает так, что жена говорит мужу: ну ты давай потише. Как было у вас? Вообще не так. Вы вместе просто были в шоке, и мы вместе сказали, что типа... Да, но у меня было уезжать. такое, что у меня было и импульсивное решение сесть и написать везде, во всех соцсетях, что это кошмар, и так нельзя делать. И только потом мне пришло в голову, что надо вообще-то было Олю спросить, потому что и как бы я вверг в проблемы себя и как бы, соответственно, сразу ее. И я такой: что ты думаешь? Она такая: нет, все правильно. И у нас разговоры об этом были такие очень короткие. То есть мы чуть поговорили про то, что я высказался, и как бы решили, что все правильно было. И потом про переезд мы тоже что-то подумали так, как-то очень вскользь. То есть я такой: ну сейчас будем рисовать таблицу за и против. И что-то на каком-то втором пункте мы такие: да блин, нет, надо ехать. Подожди, но до 22 года, до войны, ты выпустил концерт, в котором были шутки и про Путина, и про Навального. То есть это не то, что в 22 году тебя вдруг как обухом по голове: боже, что творится? Нет, да, я не из тех комиков, которые прозрели. Я так и думал всегда. Я горда сказать, что мой муж для меня эталон в плане того, как он себя ведет. И несмотря на то, что было много там разговоров, предложений и возможности как-то попасть на ТНТ, мы понимали, что это будет цензура, и в итоге это все сворачивалось. Хотелось бы мне, чтобы в нашей семье было бы больше денег. Ну, на момент 22 года у нас все было офигенно. И Путин вообще украл у меня самую счастливую жизнь. У нас было много денег для наших тех потребностей. Я могла себе там вот эти все девчачьи штуки, платьишки, которые хотела покупать. У меня там была моя персональная Евгения. Я практически превратилась тоже в инстасамку. Вот. И все было прекрасно. Мы вообще думали, что в этот год мы купим к этой квартире, мы купим квартиру в Испании. Потом очень сильно смеялись мы над этим. Вот. Но я всегда поддерживала его позицию того, что он говорит, как он говорит, когда он говорит. И как оказалось, сейчас мы все сделали правильно, потому что у нас вот эти замечательные люди, которые с нами же разделяют наши ценности, пусть их не знаю, не 80% от популяции русскоязычных людей, но зато они такие замечательные, классные, что дают нам возможность вот такие штуки делать. Потому что такого... Потому что никто такого на рынке сейчас в стендапе не делает. Ну а откуда у вас те взгляды? Курск, Курская область, это красный регион. В Курской области красный в плане коммунизма или в плане, что под ментами все ходят? Денис, ты сейчас очень... Это уже Железногорск. Это оба высказывания правдивы, но мы как бы стали об этом задуматься уже в Москве скорее, потому что в Курске в целом там про это мало кто думает, потому что там в целом все выживают. Нельзя сказать, что действительно какая-то реальная поддержка власти есть. Там скорее просто есть безразличие людей к тому, какая власть. И губернатор Михайлов, который был, пока не умер, губернатором Курской области, он же был в КПРФ, а потом ему сказали: ты теперь в «Единой России», что на политическом спектре немножко, по идее, разные вещи. Он такой: да. И он потом до смерти был от «Единой России», представлял «Единую Россию». То есть в целом там до таких высот даже все в целом немножко апатично относятся к политике, и мы были как бы немножко этим заражены. А потом мы переехали в Москву, и там стали видеть и больше какой-то политической вот этой активности, и там это стало в работе как-то проявляться в том плане, что я на ТНТ сходил уже, на проект «Открытый микрофон», и у меня там были шутки какие-то, просто шутки про там метро, не знаю, про такси. И я принес шуток про то, что меня бесит наклейки «Можем повторить» на машинах. И я там какой-то разогнал блог, который очень хорошо работал на живых выступлениях. Но мне редакторы сказали, типа: нам это надо будет согласовывать с юристами, ты потратишь много сил, в то время как все вот сейчас пишут шутки про жопу и тебя обгоняют в этой гонке. Ну, отложи пока. Ну, потом, типа, когда у тебя будет какой-то статус, чтобы про это шутить, ты про это пошутишь. Я такой: ну ладно, окей. Слетел с проекта. Потом я еще раз устроился сценаристом на ТНТ.
Мы писали шоу... Политическая сатира. Типа того, да. 2018 год. По идее, должно быть впервые в истории ТНТ шоу, которое снимается каждую неделю. Не когда там они заезжают на неделю в павильон и снимают весь сезон сразу, а вот каждую неделю. Это новостное шоу политической сатиры. Которое прям реагирует на вот то, что происходит. И мы несколько недель учились в этом режиме работать. То есть мы там почти ночевали в павильоне в этом, писали шутки эти. Сняли 3, по-моему, прям крутых пилота, мне очень нравились. И один из них, уже там прям третий, наиболее клевый, должны были посмотреть в «Газпроме». Типа, вот куда ушли ваши деньги. Там была шутка про Медведева. И какой-то чувак в «Газпроме» посмотрел до этой шутки, она там, на 12-й минуте программы, и сказал, все, нет такой программы. И нас собрали в переговорке в продакшене, и заходит помощник генпродюсера с кучей коробок пиццы. Мы такие, блядь, понятно, все. Сейчас будут увольнять. А это было под Новый год. Это такой прям знак, да, если приносят пиццу, значит все? Как правило, ты понимаешь, что, типа, если тебе... Там очень плохо относятся к людям, к человеческому материалу. Это расходник для Comedy Club Production. То есть там не очень думают про твое время, про твое, не знаю, моральное состояние. И когда ты видишь, что к тебе начинают относиться по-человечески, никогда не хороший знак. Вот, и нам дали пиццы, еще дали, типа, съесть по паре кусков, то есть не сразу нам скинули эту новость. И такие, типа, все, шоу закрыли, и нам сказали, вы, наверное, сомневались, что в России есть политическая цензура. Есть. Всем большое спасибо, хорошего вечера, до свидания. Денис поступил вообще очень в стиле Макиавелли. Мы с ним мало в начале нашей совместной жизни обсуждали политику. Он просто меня установил в моем браузере по умолчанию главную страницу «Медуза». И я вот сама все поняла. Вот ты знаешь, не так уж и не прав Роскомнадзор. В каком-то смысле. Я то же самое... Я рад, что мы дошли до этой фразы. Да, я то же самое сделала потом с мамой. Потому что мама, живя в Курске, конечно, молилась на власти, на Путина и на все остальное. И я потом ей установила на компьютер «Медузу». Так она поссорилась с женщинами во дворе. Они ее начали называть оппозиционерка. Семья говорила, что я ей, значит, забила мозги, потому что я езжу по загнивающим Европам и вот эти вот ей ценности насаждаю. Если бы была свободная пресса, в России была бы прекрасная Россия будущего. Меня очень часто упрекают в том, что вот я, например, все время от юмора хочу, чтобы там были политические шутки. Не в смысле, что я очень люблю политические шутки, но мне кажется, что это какой-то кастрированный немного юмор. А ты как считаешь, можно ли шутить, вот не касаясь политики? Чем был странен ТНТшный юмор? Тем, что это было запрещено просто на уровне того, что про политику нельзя, просто потому что. И как бы для меня это странно, потому что тебе как будто говорят, политика – это не часть жизни. Вот про такси, про то, как, типа, как в школе было странно, вот это часть жизни, а политика – это не твоя жизнь, не трогай ее. И меня это бесит, потому что типа, хочется просто иметь возможность про это говорить, если тебе вдруг хочется. Когда ты придумываешь шутку, это ассоциации с чем-то. То есть ты и там... Если там что-то происходит слишком долго, ты говоришь, ну, это как Путин правит. Это же не то, чтобы прям сильная критика какая-то. Если ты выбираешь сознательно про это не говорить, это просто странно. То есть, как будто ты выбираешь, ну, я про перец никогда не шучу. Почему? А это правда, что комики, которые остались сейчас в России, ну вот, которые работают на всех телеканалах и в публичных пространствах, они вынуждены были отписаться от соцсетей комиков, которые уехали, и это прям кто-то проверял? Был у меня товарищ на ТНТ, скажем так. Мне нужно было найти через него организатора концерта в каком-то городе. Я полез в Инстаграме у него смотреть подписки, чтобы найти, потому что я забыл имя. И там же видишь, на кого человек подписан. То есть ваши взаимные подписки, там обычно ты вверху, и потом ваши взаимные подписки, на кого вы вместе подписаны. И я смотрю, что меня там нету. Я такой, interesting. Вот. И я не помню, с кем-то, я, по-моему, списался с Гариком Ганесяном, по-моему, списался. Я говорю, прикинь, какой гондон. И он говорит, да, товарищ мой. Да, мой товарищ мой, гондон какой. И он говорит, да, от меня тоже отписался, от всех, кто уехал, он отписался. И как бы у меня нет прямых каких-то подтверждений, что их заставили. Может быть, это инициатива лично его. Но как будто вроде да. Как будто, наверное, была команда не поддерживать публично никак тех, кто уехал. Ну,
Можно я тебя попрошу рассказать ту историю? Потому что это настолько показывает, не знаю, вот все, что... Ты когда ты предупреждай, я не знаю, про какую историю ты говоришь. Скажи на ушко ему. Когда он прислал, я случайно отписался, а ты думал, я отписался от этого. Ну, просто я когда где-то публично сказал о том, что вот они подписывались, он мне написал потом, да нет, чё, это я случайно... Да это не так все рука было. соскользнула, я вообще очень много уважения к тебе сохраняю. Я помню другую версию этой Да, истории. давай это оставим. Хорошо. Ты сознательно принимал решение не погружаться в ТНТ, не работать с ними и не становиться ТНТшным комиком? Или все-таки так скорее сложились обстоятельства, потому что тебя туда не взяли? Я был херовым комиком, меня не взяли и дальше. И я прикинул, что чтобы стать хорошим комиком, по их мнению, надо вот эти шутки, которые я хотел принести, больше не приносить. Про «спасибо деду за победу» и так далее. И нужно вот привыкнуть к этому отношению к тебе как к расходнику. Я подумал, а что, если я буду делать сам, как я хочу, и относиться к себе, как я хочу, и принимать у себя шутки, какие я захочу, а не те, какие можно. И что, если так тоже можно? И оказалось, что так можно. И оказалось, что в этом удовольствие гораздо больше. Я недавно придумывал шутку, что в каждом классе был чувак, который после 9-го ушел, но потом просто приходит еще 2 года в гости к своим бывшим одноклассникам, потому что у него дохера времени свободного. И он с ними тусит, и он выглядит гораздо счастливее, чем 10-классник, первокурсник какой-то шараги. Вот я себя так ощущаю. То есть я там выхожу, рассказываю какие-то шутки там про Путина опять, окей, скажем, про Путина. И я вижу, что ТНТшные комики такие, блин, типа, нам так нельзя. И ты такой, сочувствую вам. То есть ты себя чувствуешь прикольнее и свободнее, когда ты говоришь, что хочешь. Раз уж мы заговорили про тех комиков, какие у вас отношения с Чеботковым сейчас? Вы же были типа comic buddies. Yeah, like that. Никаких. А что случилось? Случилось, что просто он отписался в соцсетях, когда началась война. Не знаю, когда вот, условно говоря, принесли венок и так далее. Я запостил венок этот, и мне комики, куча комиков высказали какую-то поддержку в плане того, что там комики очень известные, с которыми я там не дружил и не общался. И они писали, блин, я понимаю, насколько тебе херово сейчас, но держись. Это типа просто идиоты, и идиоты случаются, ничего страшного. То есть и это меня сильно поддерживало, и как бы было несколько комиков, с которыми я дружил, и от которых я ничего не получил. И там не получил до сих пор. Я такой, наверное, мне неохота так работать. То есть это хорошее творческое и, там, бизнес, сотрудничество, но если в этом нет дружбы и поддержки, то нахер надо. Ты чем дальше смотришь просто на российскую политику, ты понимаешь, что вот Единая Россия – это просто вот те же блатные, только вот в этих очках тоненьких, вот этих металлических. И просто вот уже чисто эстетически ты начинаешь отвращение испытывать к этому всему. Ну и потом, когда ты чуть-чуть больше начинаешь читать про то, как все устроено, такой, окей, тогда я против вас, конечно. Ты понимаешь, что все твои какие-то трудности карьерные и так далее, они просто потому, что вот эти люди хотят больше денег, и им нужно, чтобы никто это не оспаривал. Сначала ты там на телек не можешь попасть, потом сейчас вот ты не можешь путешествовать как хочешь, еще твоих друзей убивают, просто из-за того, что эти люди хотят жить по воровским понятиям и поднимать деньги. А ты типа не соглашался на это, и ты никогда за это не голосовал. И ты как бы от твоего лица говорят отвратительные вещи, делают отвратительные дела. И я не могу подписаться. А если бы, допустим, ты прошел бы открытый микрофон дальше, тебя бы взяли на ТНТ, ты бы был вот в этой обойме Comedy Club, как думаешь, у тебя были бы другие политические взгляды? Мне кажется, я бы себя как-то научил бы так думать. Я рад, что я не попал никуда, потому что мне не пришлось этот выбор делать. Потому что вылетел супер, очень благодарен Руслану Белому, который меня выгнал. А, да? Потому что он меня избавил от всей этой херни. Я как бы с тех пор прекрасно знаю, что мне делать. У меня каких-то сомнений вообще нет никогда. А вы с ним когда-то обсуждали? Нет, мы не разговариваем. Мы из разных кругов, и как-то ни разу не сложилось. Я ни разу больше не выступал там, где выступал Руслан Белый. Ну ничего, сейчас переедете в Барселону? Да. Как-то придется избегать его там. В 22 году, когда у тебя дела шли супер в гору, должна была выйти реклама апельсинового сока с твоим участием. Но она не вышла. Не вышла. Или вышла, я не знаю, кстати. Но не совсем с моим участием. Подожди.
Да, я снимался в рекламе апельсинового сока, потому что там предложили... Они спросили, сколько вы хотите за это. Я Оле говорю, я не хочу вообще. А Оля говорит, хочешь? Но она говорит, мы тогда ипотеку закроем сильно раньше. Я говорю, давай, типа, ни тебе, ни мне, давай попросим дохера денег. И тогда, ну, типа, если да, то ты победила. Если нет, то я победил. И все довольны. И мы там говорим, мы хотим вот дохера денег. И они говорят, да, хорошо. Я такой, сука. Ладно. И я снимался несколько дней. Причем там были, наверное, 3 съемочных дня были в 2021 году. В конце. И еще 2 дня, типа 26-27 февраля 2022 года. И они их не отменили. Потому что такие, у нас все запланировано. И там просто люди... Это типа комедийный... Реклама с приколами. То есть мы там играли смешных персонажей. Мы снимали ночью в супермаркете. Но там просто видно, что вообще в хуевозе вся съемочная группа. И все, как только не дубль, все сразу в телеграм-каналы, там, что происходит. И вот мы все подавлены. И мы, в общем, отсняли эту рекламу. И потом мы уехали. И уже забыли думать про это. Потому что, ну, что уже. И потом мне пишут где-то осенью 22-го. Типа, ну, пишет Оля, потому что она как бы мой агент. И пишет, скажите, пожалуйста, а Денис еще против войны? Типа, да, еще. Сильно ничего не поменялось. И они говорят, мы хотим выходить ВКонтакте. И нам нельзя, типа, чтобы вот герой в рекламе был против войны и как-то высказывался. Он может удалить посты? Типа, чтобы мы могли выйти? Такие, нет. Ну, типа, не хотим так делать. И такие, поняли вас, спасибо, хорошего дня. Вот этот, господи, диджитал-агентство, агентский язык. Спасибо, хорошего дня, коллеги. И они там через несколько дней... Я вообще узнал от чуваков, которые работают в каком-то дизайн-агентстве. Они говорят, что у нас, мол, новый заказчик, компания, которая сок производит, и они заказали замену дипфейком одного из актеров. И они нам пишут через несколько дней, такие, а вот можете согласовать вот такой образ? И они скидывают несколько дипфейков с моим лицом, но это самые уродские дипфейки, которые я видел просто. То есть это просто вот очень плохая работа очень плохого компьютера. То есть это вообще не человек. Вот есть рэпер Лил Яти, у него есть обложка альбома, где все сделано дипфейком, и это вот намеренно отвратительный дипфейк, где просто все выглядят жутко. И они такие, согласовываете вот такие образы вместо вас? И мы такие, если хотите так выходить, то выходите. Я не знаю, какая дальше судьба. По-моему, они другого комика просто наняли. Но это было очень угарно. У меня где-то лежат в почте эти фотки. Если найду, и если там мы ничего не нарушим этим, то я скину. Это очень смешно. Ну, а денег-то они тебе заплатили, получается? В том-то и дело, что они заплатили в 2021 году. И мы такие, вы же понимаете, что мы не переведем деньги? И такие, да, просто удалите антивоенные посты. Мы такие, это тоже. И такие, ну ладно. Потому что в контракте 2021 года никакой антивоенности прописано не было, поэтому не докопаешься. Вот эти друзья у вас бывшие, эти друзья, а вы вообще с кем-то общаетесь, кроме друг друга? Да, у нас есть друзья, но они все, к сожалению, мы скучаем по офлайн друзьям. У нас остались онлайн-друзья, которые тоже разбросаны по миру, но мы скучаем по офлайн друзьям. Они просто в Тбилиси, в США. Они у нас все в каком-то формате зума, и ты просто немножко шизофренически себя чувствуешь, потому что вся твоя жизнь, она вот в зуме, и ты уже начинаешь, то есть у меня, условно говоря, есть какое-то количество друзей у меня с Олей, есть коллеги, с которыми я там созваниваюсь, и есть, условно говоря, мои любимые комики, там, Конан О'Брайен, и они все у меня на экране одного и того же ноутбука. Я иногда вообще не понимаю, кто Конан О'Брайен, мне типа такой же друг, там, и такой же близкий человек, как мама, потому что я их вижу вот и там же, в одном и том же месте. Конана больше. Да, и Конана чаще вижу, чем маму. Ты перестаешь вообще различать эти границы, потому что есть комик Эндрю Хэмилтон, австралийский, он довольно известный чувак, но он при этом супер добрый. Я ему однажды написал в инсте, за что-то респектнул. Он мне подписался и тоже мне что-то ответил.
Я в какой-то момент понял, что я сижу просто с ним переписываюсь в инсте, просто, а что там, когда ты там в тур поедешь? Он такой, да, у меня условка, я пока не могу уезжать из Австралии. И я вдруг понимаю, а ты вообще с кем? Ты со звездой переписываешься? То есть у меня это настолько все сломалось, что я вообще не понимаю, что я с известным человеком переписываюсь непонятно почему. Ну, то есть для меня это примерно вот одна категория людей. Там мама, Конан О'Брайен, этот комик и мои друзья в Тбилиси. То есть это все какое-то общее облако друзей. Ты учился в классе, который изучал французский язык. Или это французская школа была? Французский язык просто в классе. Там, детей делят на 2 группы, и там по какому-то признаку, скорее всего, имущественному. Типа эти в английскую группу идут, а эти во французскую. У меня была практика в пединституте в школе, и мне просто вот дали учительницу, которая была моим наставником, и она мне там знакомила с моим классом, у которого вела французский, и она мне просто рассказывает биографии детей, и я понимаю, что их просто по признаку какому-то неблагополучности всех собрали во французскую группу, потому что там дети алкоголиков из очень бедных семей, и там был один мальчик из Якутии просто, потому что, типа, ну вот он же приезжий. То есть их просто собрали по какому-то принципу, что вот более стабильные и сильные дети в английской группе, а все более из каких-то таких уязвимых слоев общества, они все учат французский, что супер нелогично, что, типа, английский – это один из шансов в жизни, но им дают французский, который нахрен никому не нужен. Я вообще как раз пытаюсь понять, зачем человеку в Железногорске учить французский язык. Не знаю, но они там прям сильно вкладывались в это. То есть у нас очень много победителей олимпиад, областных и всероссийских. В французском? Да, потому что там почему-то они подобрали сильных учителей, особенно в моей школе. Такие, типа, все, эти учебники говно, синяя птица, l'oiseau bleu. Мы закажем учебники из Франции. И мы учились по французским учебникам, хотя надобности в этом вообще никакой не было. И мы просто потом ехали на областную олимпиаду и выносили вообще всю область, потому что у всех остальных просто, французский, типа, учите французский. И мы приезжаем какие-то машины, мы знаем все. За каким хером, непонятно. А тебе когда-нибудь пригодился французский язык? Во Францию ездил, я себе купил билет в метро, не переводя этот автомат. Уэльбека читаю на французском. Тоже вообще не обязательный навык. Ну, а если это все настолько бесполезно, зачем ты пошел в пединститут на французский язык? Потому что меня взяли. Я выиграл 3 года подряд выигрывал областную олимпиаду. Так. И мне сказали, типа, просто приходи с документами в августе. Типа, не надо ни ЕГЭ, ничего, просто принеси паспорт и, господи, аттестат. А у нас как бы с деньгами это было не супер круто в семье. И у нас там был выбор что-то платить там, за что-то, поступать на любую другую профессию, или просто прийти. Мы такие, блин, круто. Образование, но вообще бесплатное. И просто по дурости своей поехал. То есть ты вообще никогда не планировал быть учителем французского языка? Мне кажется, мало кто это планирует. Ну, ты пошел в школу, работал целых 3 месяца. И написал в своем стендапе жуткую фразу про учителей. Я ее выписала. В учительской сидят оболочки людей, сказал ты. Вот я как Дудь сказала. Да, все правда, все так. Они прям сломленные жизнью, они прямо такие. У них нет ни радости, ни какой-то вообще... в жизни, ни какого-то вот драйва. Они такие просто, вот, сегодня еще 6 часов веду. Мне очень нравится профессия учителя как идея. Мне нравилось вести французский у детей, то есть и видеть сдвиг какой-то. Мне очень нравится, видимо, какой-то, не знаю, сценарно-писательский мой мозг видит, когда герой меняется чуть-чуть, такой, вау, прикольно. Когда там дети стали чуть-чуть понимать французский, это прям было круто. Но ты прикидываешь, насколько это несправедливо оплачивается, как мало за это денег дают. И ты понимаешь, что эти проблемы, которые с этим возникают, что там ты не съездишь в отпуск, не купишь себе клевую одежду, не будешь есть то, что ты хочешь постоянно. Это просто тебя съедает за годы, что ты работаешь учителем. И просто способность радоваться этому отваливается, мне кажется, через год-два. Я знаю больше, чем, наверное, 3 учителей молодых, которые в какой-то момент просто перестали ходить на работу. Даже не то, что они там написали заявление и отработали 2 недели. Они просто такие, нахер выключили телефон и пришли. Я вел английский еще месяц, наверное, в этой же школе, потому что учительница там 20-летняя
послала нахер директора и больше не вернулась ни разу в эту школу. То есть, типа, настолько это отвратительно, несправедливо устроено, что им плевать, как это там скажется на репутации и так далее. Я просто больше не могу ходить в школу. И все, и они перестают ходить. Как ты себе тогда представлял траекторию своей жизни? Вот что будет с тобой дальше? Вот хорошо, ты не стал учителем, а кем ты станешь? Вообще никак не представлял себе. У меня как раз какая-то депрессия началась, прям настоящая, такая вот с тьмой внутри. Я все делал на автомате. Жил, устроился в банк, в колл-центр. И это прям такая работа супер базовая, тоже отвратительная, где ты просто говоришь людям, сколько они должны по кредиту, и все. И ты просто сидишь 8 часов, говоришь людям 8 500, 3 200, 14 100. Я год так прожил, и потом мне стало легче. Я стал что-то немножко двигаться и там думать, что я хочу. Понял, что мне нравится писать. И нашел себе работу SEO-копирайтера. Я писал тексты про двери еще 2 года. Двери Курск бесплатно, двери Курск недорого. И оставались силы что-то еще делать. Оставались силы опять начать писать шутки и так далее. И вот какая-то забрежила надежда, что я что-то буду делать, кроме того, что просто умирать, сидеть дома перед таким нетбуком. Начались получаться какие-то шутки. Твиттер завел тогда же, потому что, опять же, у меня высвободилось время, когда я не грустный и не работаю. Вот. И я стал писать в Твиттер шутки, и это привело к тому, что меня там позвали в Москву в журнал работать. Журнал «Максим», между прочим. Да, журнал «Максим». Ну и просто что-то забрежило, какой-то вектор в жизни. А как Оля переживает твои депрессии? У меня сейчас нет прям таких депрессий каких-то вот настоящей депрессии, которую, наверное, можно было диагностировать как депрессию. Вот у меня было в 20 лет, когда прям и суицидальные мысли были, и вот и self-harm немножко, и все. Вот это все было только тогда. После этого это просто какие-то, я это называю состояние, когда мне просто грустно, и Оля просто поддерживает меня, но она знает, что она не вытащит меня из этого состояния как-то вот оперативно, и она мне просто дает какое-то вот пространство, чуть погрустить. Она такая, ну ты же знаешь, что типа все хорошо будет? Я такой, да, дай мне сейчас просто вот насладиться, Тома Уэйтса послушать, посидеть все грустные песни под пианино и чуть-чуть попуститься, и дальше все нормально. В этот момент ты не обращаешься к психологу? Ну, я регулярно так говорю с психологом. Сейчас меньше, но это все, наверное, помогает мне дальше не сваливаться. То есть я вот всегда это в узде держу. Одно время ты был лицом сервиса психологической поддержки. Я все гадала, ты за деньги или ради интереса? За деньги, понятное дело. Но я думал, что если это кому-то поможет, и это правда, то есть мне люди иногда после концерта говорят, что после этих видосов они сходили и стало легче. Я думал, что если кому-то поможет, то клево. У нас есть родственница, которая тоже психолог, и к ней ходят ее родственники на терапию, что нельзя. Что вообще, да, запрещено. Я ей говорю, а так это же, ну, типа, неэтично. Она говорит, да, но если они ко мне не пойдут, они вообще никому не пойдут, потому что это не в нашей культуре. И я подумал, что если хоть чуть-чуть это удастся чуть-чуть переломить, то супер. А твоя мама когда не была у психолога? Нет, конечно. Ну, я как-то вкидывал в шутку, она такая, типа, еще что ты, бля, предложишь. То есть вообще никогда не рассматривалось как даже вариант. То есть это что для вас, москвичей? А это же, мне кажется, что это вообще один из базовых разрывов между поколениями. То есть есть поколение целое, которое шагу не может ступить без психологов, и есть целое поколение, которое не может шага ступить к психологам. Угу. Мне кажется, это потому, что поколение, которое вот стало взрослыми в 90-е, для них супер важно, не знаю, практическая польза всего. Потому что все живут от зарплаты до зарплаты. И ты человеку говоришь, вот есть психология, психотерапия, тебе сейчас легче не станет, но потом это качество твоей жизни улучшит. И это сильно, мне кажется, тяжело принять, потому что а когда? Типа, когда хорошо станет? Ты говоришь, хрен знает. Ну, потом. Это очень, очень абстрактно, и это тяжело принять, это очень тяжело на это решиться, потому что деньги ты отдаешь настоящие сейчас, а хорошо будет потом когда-то, и то, может, не сразу, и, может, не факт. А ты можешь вспомнить, когда ты сам впервые пошел к психологу, когда ты понял, что тебе это действительно нужно? Мне просто было хреново. Я что-то делал в юморе, но мне все не нравилось. То есть я писал шутки и не ходил на открытый микрофон. Я снимал видосы и удалял их во время монтажа. И то есть я просто сидел
И просто все сильнее ненавидел. Еще ненавидел себя за то, что я это делаю. Я вот в этой спирали находился. И мне Оля говорит, есть вот номер? Я тоже, да чё, я справлюсь. Я мужик. Да, я мужик. Ну, даже не то, что мужик, а то, что вот я, справлюсь. Сейчас пройдет. Это, типа, как простуда сейчас на ногах перенесу. И потом я подумал, что ничего не проходит. Я такой, ну, ладно, схожу. И мне прям так проще стало прям после первого сеанса. Я такой, вау, окей. Дальше перестало быть так просто, такие большие скачки, наверное, это эффект низкой базы. Но я такой, блин, так это, помогает. То есть, типа, я сходил к психологу, а потом еще на следующий день сходил на открытый микрофон и проверил пару шуток. Я с этим вайбом отходил несколько сессий и прям понял, что если не регулярно, то когда-то надо будет точно ходить. Я в киношколе учился, и там есть предмет «Психология для сценаристов». И там тебе рассказывают про патологии какие-то у людей, чтобы потом про это делать персонажей каких-то. Мы проходили разные расстройства, типа депрессивное расстройство, нарциссическое расстройство, еще какое-то. И каждый раз нам преподавательница зачитывает симптомы, и я такой, это я. И потом я прихожу в субботу к терапевту, он говорит, нет. И так я месяц к ней приходил с новым расстройством, он говорит, нет, это не у вас, не это. А почему ты бросил, кстати, киношколу? Потому что, во-первых, ковид наступил, и все, опять же, вот свелось к сидению в Зуме, и я такой, это перестало приносить какую-то пользу, и ты же в киношколу идешь скорее ради комьюнити, не то, что там дают информацию, которую ты не найдешь в англоязычных учебниках. Там скорее комьюнити, что ты общаешься с такими же начинающими сценаристами, там в соседнем кабинете новые молодые режиссеры, и ты вот заводишь эти связи. А когда ты в Зуме сидишь, это все... ты как в Ютубе смотришь какой-то курс без какой-то большой пользы. Еще просто я там сильно не сошелся с мастером по курсовой работе. А кто у тебя был мастер? Я, можно, не буду говорить? Можно. Я просто не хочу обижать человека, потому что это, возможно, только мои загоны. И мне сильно не понравилось то, что мы написали. Там надо было написать полный метр по книге. И я такое говно написал, следуя ее наставлениям. И они потом написали там летом, типа, ждем от вас оплату следующего года. Я такой, знаете... наверное, не будет оплаты следующего года. Они такие, ну ладно. Но сценарий своего анимационного сериала для Netflix ты писал, будучи там, или это параллельно? Нет, это уже просто я дружил с ребятами, с настоящими сценаристами. Я просто им показал идею своего сериала, который очень похож на их идею. Они говорят, а давай тогда будешь нашу идею писать, потому что мы про свою идею уже поговорили с большими дядями. Я говорю, да, давай. И мы год писали эту пилотную серию. А что за сериал? Я не знаю, насколько я могу рассказывать про него. Грубо говоря, про семью, которая видит везде врагов, Запад и так далее, и геи, и трансгендеры. Но каждой серии они понимают, что, надо на себя смотреть, надо быть друг другу внимательнее, терпеливее и так далее. И тогда тебя не будут страшны... Это был серьезный сериал или комедия? Нет, это был анимационный ситком. И он был всем построен на том, что они постоянно верят в какую-то херню, вот в эту. И постоянно в конце каждой серии такие, нет, это фигня, все. Но 24 февраля это все стало выглядеть не смешно, а кошмарно. То есть вот эти люди, которые говорят дикие вещи, это перестало работать как шутки и стало работать как просто предзнаменование какое-то мрачное. Ну и нам польский Netflix... чуваки, которые в Польше сидят, они представляют Netflix в Европе. И сказали, очень смешно, но давайте отложим до лучших времен. То есть я ходил недавно, у меня был концерт в Варшаве, просто ходил потрогать Netflix. Там у них красивое здание такое с огромным логотипом. Я пришел, потрогал Netflix и пошел в гостиницу спать. А кто из вас троих, выступают на английском? Ты, Саша Долгополова и Незлобин. Кто из вас троих первый выйдет на Netflix? Ставки? Чисто географически Незлобин. У Саши еще панковская эта ментальность. Я думаю, что ей не захочется быть на Netflix, потому что это корпоративные свиньи. А Незлобин просто там рядом. И как только у него что-то начнет получаться, он знает, куда идти. А это так работает? У них чуть ли не на сайте где-то написано, что мы работаем только с теми, кого мы знаем. Ты не можешь им прислать просто «Здравствуйте, я комик», и прислать им болванку с концертом. Это нужно работать через агента,
который уже или работает с Netflix, или знает того, кто с кем работает с Netflix. И я думаю, что у Саши просто тупо шансов больше среди такого человека, чем у меня. Но у меня нет прям большой самоцели на Netflix попасть. У меня просто цель показать людям. Мне кажется, сейчас вообще у Ютуба больше в этом плане перспектив. Потому что Netflix все равно прячет за paywall твой концерт. И там понятно, что много кто смотрит, но все равно это paywall. И есть много комиков американских, которые сознательно выкладывают на YouTube, потому что они не получат бабок от Netflix, но они получат гораздо больше охват, и потом на следующий год они поедут в больший тур. А он тебе показывает свои шутки? Да. Ты смеешься? Да. Говорят, что жены комиков не смеются. Нет, он меня очень сильно веселит, и плюс мы еще иногда прямо разгоняем вместе. Часть шуток, которые там есть в его концертах, это мои. Так ты в титрах будешь, все нормально. Ну ладно. Ладно, ты проценты получаешь. А у вас деньги общие, кстати? Да. Ну, 17 лет общие. Кто у вас отвечает за бюджет в семье? До недавнего времени была я, а теперь мы вместе. Ты его учишь считать деньги? Да. Получается? Да. Не, да, но в смысле, мне важно творчество. У меня там все упирается в то, чтобы сделать клевый концерт. И это иногда немножко расходится с тем, чтобы там зарабатывать деньги. В том плане, что я говорю, в Праге надо снять маленький клуб андеграундный, чтобы я прям проверял все шутки, чтобы было там 4 концерта, там за 2 дня, грубо говоря. Проверил много шуток, разные версии концерта. И Оля говорит, а у нас, получается тогда, что тебе надо за 2 дня платить гостиницу, там все косты увеличиваются, а сделать просто один концерт в театре гораздо дешевле и прибыльнее, чем по андеграундной схеме. И я такой, да. И вот просто мы сейчас учимся тому, чтобы я учитывал и свои какие-то творческие порывы, и чтобы это еще в бюджет вписывалось. То есть ты ему даже хорошую гостиницу не снимаешь? Почему я снимаю хорошую? Я ему всегда снимаю гостиницу, как раз переживаю за него, чтобы у него от венью, где он выступает, до места, до гостиницы было там 10-15 минут пешком. У меня там есть четкие требования, не меньше 20 квадратных метров, там не меньше 8,6 на букинге или там столько-то там на других этих. Потому что, когда мы переехали в Европу, у нас не было здесь еще своей компании, и Денис натерпелся с другими организаторами. Ужасно. Вот, а нет. А теперь ты как за каменной стеной. Да, в хорошей гостинице, за каменной гостиничной стеной. Что такое любовь? Не знаю, просто ощущение, что ты чувствуешь, что ты без этого человека, без этой собаки, ты не целый. Что ты просто, вроде и человек, но вот не до конца функционирующий. Не знаю, как будто тебе не хватает, как будто ты робот, в котором не хватает много деталей важных. А ты как думаешь? Я поддерживаю предыдущего оратора. Ой, Придумай свое. спеши. Ах ты, неблагодарный стендап-комик. Чем вообще мужчины отличаются от женщин? Твоя версия. Я могу сказать только на примере Дениса, чем мы отличаемся. Денис — стабильность и опора в нашей семье. Потому что мой тревожный ум, особенно после того, что мы пережили уже 2 эмиграции, он всегда самое плохое. И если бы не Дениса воля? Нет, не воля, И наверное. Разум, да. Воля и разум. Подсказывай. Я цитирую группу Алиса. То все было бы очень бы прям плохо. И даже в бизнесе я больше такая, надо здесь, сейчас, потому что страшно. А Денис вот как раз меня заземляет. Он такой, нет, нам нужен классный концерт. Я в этом лучше разбираюсь. Будет классный концерт, он лучше зайдет. Мы больше заработаем на следующем туре. Давай сейчас, успокойся. Я такая, да, ты прав. Да, ты прав. Ну и вообще я вижу то, что я вижу. Наверное, мужчины, возможно, они скрывают это, поэтому они раньше умирают, потому что мои эмоции, они вот прям на поверхности. Это меня так тронь, я взорвусь. Денис, он там. И непонятно, потому что он реально в это верит, и у него видение, и для него это не важно, он не переживает. Или он тоже переживает, но просто держит вот этот фасад, что все, как Кашпировский, все нормально, я заряжаю воду, энергетика в семье стабильная, деньги притягиваются. Мама твоя
знает сегодняшние Чем ты твои занимаешься? политические шутки? Ну, чем ты занимаешься, мы выяснили, что уже узнала. Ну, она такая, надеюсь, тебя не убьют. Такие у нее мысли. Я знаю, что у нее нет вообще поэтому позиции никакой. То есть она точно не говорит, что там нацисты и там надо освобождать. У нее просто очень непростая жизнь сложилась. У нее не было, я вот прикидываю, у нее не было нормального года в жизни, когда там никто не умирал, никого в тюрьму не сажали, там никакая там на работе ничего не происходило. И вот у нее столько этого дерьма произошло в жизни, что она просто вот фокусироваться на том, чтобы этот корабль нормально доехал в финальную гавань, то есть чтобы ничего не развалилось, и там все были живы-здоровы, и она просто сознательно или бессознательно просто выбрала не участвовать в этом. То есть у нее есть вот эти сериалы, там есть каналы, первые 40 каналов, где все орут друг на друга по поводу Украины, и дальше начинаются типа канал «Мир сериалов». Вот она туда, она там, типа, она, вот у нее эскапизм, что она просто смотрит сериалы, и очень горюет, когда там кого-то из ее знакомых забирают в армию, но вот ни туда она высказываться не хочет. А она же по-прежнему под Курском живет. Ну да. А туда прилетает теперь. Угу. Ты волнуешься? Она волнуется? И она такая, вот сегодня в электростанцию прилетела. Типа посидели без света. То есть она столько видела какого-то дерьма в жизни, что она уже у нее нет яркой реакции ни на что. Она такая, типа сгорела эта электростанция у нас тут. И такая небольшая пауза, такая, что у вас как? А ты представляешь, если ты никогда больше не увидишь? Я вот занимаюсь комедией, чтобы про это поменьше думать. Этих вопросов очень много в голове плавает. И такой, лучше пойду шуток напишу. То есть это просто немножко заглушаешь эти вопросы к самому себе. Как ты думаешь, что после смерти? Ничего. Выключатель просто. Тебе сейчас на 3 года больше, чем твоему отцу было, когда он умер. Этот счетчик работает для тебя? Я просто в больницу хожу, да. Вот поэтому мне ничего не болело, но я сходил в больницу, мне сказали, тебе нельзя ничего есть. 6 недель. Я такой, у меня даже не болело ничего. Я не хотел знать эту информацию. То есть я просто чуть-чуть стараюсь больше думать про это. Про то, чтобы подольше пожить. Но если бы ты мог, ты бы сказал что-нибудь своему отцу? Или спросил бы его, может быть, об этом что-то? Вообще не хочу с ним разговаривать. Вообще? Мне очень греет мысль, что после смерти ничего, значит, если не увижусь больше. Не простил. Он не вывез. Вот что, не знаю, ненавижу пацанскую терминологию, но есть вещи, которые ты как мужчина должен вывозить. То есть, если ты в ответ на трудности в жизни начинаешь бухать и абьюзить семью свою, то ты вот как мужик не справился. И это я не то, что не простил, я не хочу про это думать, про возможность прощения. А он тебя прям бил? Меня не особо. Маму? Маму, да. Поэтому неохота прощать. Надеюсь, что даже не встречусь с ним. Очень надеюсь, что нет Бога и нет загробной жизни. Чтобы просто мне не пришлось опять эту дилемму решать. Выберите милосердие или справедливость? Походу, справедливость, судя по нашим выборам жизненным. Да, походу, справедливость. Правда или безопасность? Правда. Правда. Свобода или стабильность? Свобода. Ты отвечаешь и не рад тому, что ты отвечаешь. Мне хочется сказать стабильность, потому что мне хочется стабильности, но по факту свобода. Но ее хочется, потому что мы выбрали другое. Потому что мы выбрали свободу, а хочется стабильности. Родина или истина? Истина. А вы вернетесь когда-нибудь в Россию? Наверное, жить мы туда уже не вернемся, но мы бы хотели иметь возможность поддерживать тех людей, которые с нами одной точки зрения. Потому что если ты не комик и не звезда, у которой есть, я не знаю, деньги, это только твой выбор, что ты остаешься в России из-за денег, то объективно многим трудно уехать по понятным причинам, и мы не будем цитировать, типа, учишь питон, учишь английский, и все.
Вот. И эти люди, они все равно там, и им еще сложнее, потому что они там в изоляции, они боятся поделиться своим мнением, и было бы классно приезжать и просто говорить что-то другое, чтобы люди находили душу, ну, в этом, да, мы бы с удовольствием. Да, я бы и жить хотел в России, наверное. Но сейчас просто такой врубился азарт в том плане, что вот я на английском выступаю, и как далеко можно в этом зайти. То есть логично переезжать в США, потому что это там, где это все делается. Мне неохота, но как будто, если ты влез в эту карьеру, то твое место как будто там. И сейчас мне просто интересно, смогу ли я так далеко забраться, чтобы там жить и там быть востребованным каким-то специалистом. Но выступать я бы хотел ездить в Россию точно. То есть вот этот момент поддержки своих, когда люди собирались не только по признаку юмора, а по признаку того, что у них какие-то общие убеждения. И как бы я для себя видел в этом какую-то свою мини-миссию, и если бы можно было снова ее выполнять, было бы кайф. Как ты думаешь, что с нами со всеми будет дальше? Привыкнем. Просто человек такое существо, что просто привыкает, и что там между Россией и Украиной будет долгая какая-то болезненная точка географическая. Мы с украинцами надолго в вежливом игноре. Ну, нормальные люди в вежливом игноре, люди агрессивнее в агрессивном каком-то игноре. Ну и все, и просто мы как-то вокруг этого построим жизнь. Я не верю, что это как-то быстро и хорошо разрешится. Я пытаюсь научиться жить так, чтобы Путин мою жизнь не определял больше.